лес, усе поляны мне сунічныя, і ў сініх хвалях закалыша лёд. Падорыць лес, усе поляны мне сунічныя, і ў сініх хвалях закалыша лёд. Не кліч меня столица площами широкими, увірствами туслівы не чакай. Дорожами, рамонками, волочками пророс у сердце любый родный край. Дорожами, рамонками, волочками пророс у сердце любый родный край. У лесе луги полі тут не покошаны, спяшаюся сюды, нібыта ў рай. У мой бярозава рамонкава волошкавы, у непаўторны, любы родны край. У мой бярозава рамонкава волошкавы, у непаўторны, любы родны край. У непаўторны, любы родны край. У непаўторны, любы родны край. Родный край. Калі ласка. Доброе утро, наши милые гости! Мы сердечно приветствуем дорогих участников 32-й Минской международной книжной выставки-ярмарки. Замечательного праздника для всех тех, кто создает, издает, пропагандирует, читает Ее Величество книгу. Сардечно вітаем вас, дорогие удельники 32-й міжнародной книжной выставки Кірмашу. Сегодня вас вітае Союз письменников Беларуси, Минское городское отделение. И, безумовно, сегодня представимся перш-наперш, проведем нашу поэтично-музычную импрезу Минского городского отделения. Вядомая артыстка эстрады, тэатра, кіно, мастацкі кіраўнік Мінскага гарадскога тэатра паэзіі Ольга Богушинска. И председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси, лауреат Национальной литературной премии, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь Михаил Поздняков. Дякую. И именно на его стихи прозвучало сейчас в исполнении Сергея Кравца «Родный край». Сергей Кравец – композитор и исполнитель. Ну и Сергей Кравец, знакомитый у нас у Беларуси человек, ведаете, а кроме того, что он пишет музыку, спевая, это знакомитый артист театра и кино. Христофору вспомним, многих фильмах он играет самые цікавые роли. Ну, у жнівні 44-го он так само хижняка там играет, и он еще будет спевать. Так что, а мы вас усіх сердечно витаем, дорогие сябры. Несколько слов я хочу сказать про нашу столичную письменницкую организацию. Это больше за 300 литераторов, поэтов, прозаиков, публицистов, детячих письменников, драматургов, перекладчиков называл, ну и литературных критиков, литературознавцев. Многие наши письменники працують, активно удельничают в самых разных мероприятиях. Что значит наше мероприятие? Это каждый год амаль 150 новых книг, амаль 2500 публикаций в самых престижных литературно-мастацких выданнях Беларуси, России и інших дружелюбных краин. Это амаль 7000 письменницких доброчинных выступлений у самых разных
рэгіёнах Беларусі і за межамі нашай краіны. Гэта мінскі гарадскі тэатр паэзіі. Гэта 34 клубы, студыі, літаратурныя аб'яднанні, якія працуюць у нас і якімі кіруюць нашы пісьменнікі. Гэта амаль 1500 мерапрыемстваў у год, дзе мы прадстаўляем нашу творчасць і творчасць нашых класікаў. Гэта літаратурныя конкурсы, якія мы праводзім асабліва для маладых будучых зорачак нашай літаратуры. Гэта фестывалі, творчыя вечары, святы, гэта прэзентацыі кніг, выстаўкі кніг. Гэта міжнароднае актыўнае супрацоўніцтва самымі рознымі рэгіянальнымі аддзяленнямі Саюза пісьменнікаў Расіі, пачынаючы ад Калінінграда да Чеченскай Рэспублікі. Гэта выпуск сумесных праектаў, фестывалі сумесныя, гэта абмен дэлегацыямі, гэта творчыя вечары, гэта выпуск сумесных праектаў, якія прадстаўлены і тут на выстаўцы міжнароднай, асабліва на пляцоўцы Саюза пісьменнікаў Беларусі. Ну і, да, дарагія сябры, павінен быць Наум Гальперовіч, але ён захварэў нечакана раніцай. Таму мы працягваем нашу прэзентацыю фатаграфіі. О, час павярнуўся, убачыў самога сябе. А так сам сябе не бачыш, толькі ў люстэрка. І таму мы працягваем. Я хочу запрасіць да мікрафона лаўрэата нацыянальнай літаратурнай прэміі, вядомага паэта, паэта-песенніка, дзіцячага пісьменніка, публіцыста, намесніка старшыні Мінскага гарадскога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі Владзіміра Мазго. Можна на стоечку, да? Калі ласка. Стоечку, да? Высоковато немножко. Так. Добрый день, дорогие сябры. Віншую ўсіх вас са святам кнігі, таму што Мінская міжнародная кніжная выстава – гэта свята кнігі і для чытачоў, і для аўтараў, конечно. Так што са святам вас, дарагія. Вось я хочу некалькі вашай увазе прадставіць сваіх вершаў, літаральна коротка, каб не займаць много увагі. Вось з новых вершаў, у мяне вершы ёсць і песенныя, ёсць і лірычныя вершы. Хацеў бы пачаць, скажем, вось з верша, які называецца «Бацькоўская хата». Стаіць пад вярбою старенькі дамок, маленства далёкага хата, цячэ ручайком над страхою дымок, гляджу і маўчу вінавата. Нема тут вясёлых і добрых бацькоў, ніхто не чакае у госці, але я вярнуўся, але я прыйшоў на ганак сваёй маладосці. Бацькоўская хата, бацькоўская хата, у снах маіх птушкай лунае крылатай, здалёку і зблізку, здалёку і зблізку, вітаю яе, маёй долі калыску. Тут людзі чужыя сягоння жывуць, і, можа, зусім неблагія, але не чакаюць, але не завуць. Навошта моя ностальгія? Кранула мне сэрца, немая бяда, дакорам, як доўга ты ходзіш. І нават вады ані кроплі не даў, стары і забыты калодзеж. Бацькоўская хата, бацькоўская хата, у снах маіх птушкай лунае крылатай, здалёку і зблізку, здалёку і зблізку, вітаю яе, маёй долі калыску. Стаіць пад вярбою хаціна бацькоў, маленства далёкага хата, і толькі ніколі не выйдуць ізноў на ганак матуля і тата. Дзякуй за увагу. Так, ну, яшчэ верш. Так, зараз одну хвилиночку. Вось, я хотел прочитать лиричный верш, так само, у меня многие верши песенные, поэтому такого лирично-песенного кшталту. Называется «Жаўруковая мова». Нібыта песня Жаўрукова, ласкава далі ахіне, святлом азоранае слово, што зачароўвае мяне, нібыта промні, льюцца гукі, і саграваюць нас цяплом, мы расхінём, як крылы рукі, і разам песню запяём, кожным гукам чароўным і словам, зноў табою акрылены я, беларуская мова, наша з небам размова, жаўруковая мова моя. Няхай усмешкай перуновай
Маланка ў небе прамільгне, спевают нивы и дубровы, народной мове для меня, а гуки кроплями пролиться, спешают зливнем на землю, каб родной мовой наталиться, яе до сердца прихину, кожным гуком чароўным и словом, знову тобою окрылена я, белорусская мова, наша с песней размова, наша с небом размова, журковая песня моя, мова, святая крыница, звонка и светло бруится, и сердце хвалю я наново, моя белорусская мова. Со святом, дорогие сябры! Дякую, великий Владимир Мозго. На стихи известного поэта, прозаика, радио и телеведущего Наума Гальперовича, дай бог ему здоровья, сегодня, к сожалению, его нет, написано немало песен. Сейчас прозвучит одна из них. Мы снова приглашаем к микрофону Сергея Кравца на стихи Наума Гальперовича. Великий дякуй. У купальскую ночь. У купальскую ночь задаю, как была ты заўсёды со мной, и дарованным Богом не краи господарили мир и спокой. Каб не знал ён навалов суровых, и бядоты яго обышли, каб жила наша родная мова, и каб кветки у поле цвели, каб жила наша родная мова, и каб кветки у поле цвели, каб под небом осветлено синим, як начаток життя і виток, тихой церковкою Ефросині благословляв мяне родный куток. Каб не знал я навалов суровых, и бядоты яго обышли, каб жила наша родная мова, и как ветки у поля цвели, каб жила наша родная мова, и как ветки у поля цвели. У купальскую ночь загадаю, как была ты заўсёды со мной, и ударованным Богом мне краи господарили мир и покой. Каб не знал ён навалов суровых, и бядоты яго обышли, каб жила наша родная мова, и каб кветки у поля цвели, каб жила наша родная мова, и каб кветки у поля цвели. Каб жила наша родная мова, и каб кветки у поля цвели. У купальскую ночь. Сергей Кравец, так и хочется сказать, белорусский красавец. Дорогие сябры, запрошаем до микрофона нашу ведомую поэтессу, перекладчика, педагога, активиста Минского городского отделения и Союза письменников Беларуси Валентину Дробышевскую.
Добрый день, дорогие друзья! С праздником книги всех нас! В юбилейный год Великой Победы в Минском городском отделении Союза писателей Беларуси издано много книг, посвященных знаменательной дате, посвященных нашим предкам, которые своими жизнями, своим героизмом создали для нас благоприятные условия жизни под мирным небом. И я хочу показать книгу, которую составила известный писатель Наталья Викторовна Советная «Победили, перемогли». В этой книге многие наши авторы и также авторы из России. Конечно, нет такого белоруса, которого бы не коснулась Великая Отечественная война. И в моей семье тоже два дедушки воевали. Дедушка Иван вернулся домой с осколком под сердцем, и я посвятила ему стихотворение, которое называется «Могучее сердце». На лацканах желтые звезды горят, не может на брата сестра наглядеться. Вернулся домой синеокий солдат с осколком под сердцем. Еще 22, но уже седина. Ему бы влюбиться, ему бы согреться, но режет скрипучую болью война осколком под сердцем. Он хату построил и баню срубил, спешил, не жалея себя в круговерти, как будто за ратных товарищей жил с осколком под сердцем. Детишек растил и колхоз поднимал, в округе прослыл мудрецом и умельцем, но часто заснуть до утра не давал осколок под сердцем. На небе советские звезды горят, там, в сонме крылатом, среди одноземцев гордится великой победой солдат. Могучее сердце! Спасибо. І другі мой дядуля, Прокопчык Петр Антонович, пропав без вестак. І усім беларусам, які загинули ў гады Великой Отечественной войны, я присвятила наступний вірш. Увага на екран, внимание на екран. Ты на моры застаўся навечна, хоць ніколі не быў пры жыцці. Паглынула чужая далеча сны і мары дадому дайсці, прытуліць сваю мілую маню і любімых сыноў шасцярых. Той апошняй смертельнаю ранню ты в атаку рвануўся за іх, за жыццё, за святло, за надзею. Выбух! Ты над зямлёй узляцеў, горыч, боль у грудях халадзее. Не паспеў, не паспеў, не паспеў. Цэлы свет ратаваў, каб навала зграя жорсткіх фашысцкіх ваўкоў не стаптала і не разарвала лёс дзяцей, лёс бацькоў, лёс вякоў. Ты дадому з вайны не вярнуўся, і да смерці чакалі сыны там, дзе звіў гаспадарлівы бусел радавое гняздо для сям'і. Там, адкуль пазіраюць валошкі і над юхнаўкай шэпча рагоз. Там, дзе ранкам смакуюць бярозкі чысціню дыяментавых роз. Там чакалі, чакалі, чакалі.
тут ты тихенько спишь вечным сном, чайки з мора тебе отпевали и чужим ахинули крыжом. Калабжэхскія стогнуць бярозы, хоть усіх і не ведаюць слоў, п'юць мае беларускія слёзы за загінулых наших дзядоў. Светлая памяць героям і дай Бог нам заўсёды жыць под мирным небом, потому что мы, белорусы, милые, гостинные, добрые и сардэчныя люди. И жадаю квітнець нашему цудоўнаму Мінскому гарадскому отделению Союза письменников Беларуси. Дякую. Я тебя запрошаю. Дякую. Валентина Драбашевская, поэтесса, дитячая письменница, перекладчик. А зараз до микрофона запрошаем Ольгу Баушинскую, артистку театру поэзии, мастацкого керівника театра поэзии, артиста театра кино. Нам книга — вечное святло. Крыніца ведаў, цуд бясконцы, і параўнацца з ёй магло б відаць у свеце толькі сонца. О, я ніколькі не хлушу з яе, ствараючы куміра, нішто не свеціць так душу, не ўзбагачае гэтак шчыра. Яе вялікасць заўсягды. Яна дарацца, сябар чуйны, дасць нам глыток жывой вады, кране святыя ў сэрца струны. І я жадаю ад душы, сябруйце ўдзячнаю, натхнённа, вечным, светлым жыць, што больш каштоўнае сягоння. І я запрашаю до мікрафону аўтара гэтага верша Міхась Пазнякоў. Дякую, дякую. Будем трошечки скорочаться. Раз мой верш прогучал, я уже читать не буду, дорогие сябры. Часто гучу и так. Я хочу запросить до микрофона знов Сергея Кравца и прогучить хай песня на моей верши, песня «Родное слово» Янка Купала. Там пульт треба далеко сказать, чтобы переключили. Тому, дорогие сябры, зараз одна хвилиночка. Хочу сказать, что книги наших письменников представлены на разных пляцовках гэтага форуму. Выдавецкий дом «Звезда», выдавецтво «Мастацкая литература», выдавецтво «Беларусь», выдавецтво «Адукация и выхование». Ну и, безумовно, пляцовка Союза письменников Беларуси, где мы працуем уже сегодня, вот, 5-й апошні день выставки. Итак, Сергей Кравец. Янка Купала. Да. Калі ласка. Квітнее липень, но весь свет, земля, здається, заспявала, а мне читается Купала. Для нас не просто ён поэт, яго прымаю до драбніц, інакший час, а слово тое, кране глибокое, святое, до самых горьких таямниц. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, родное слово.
Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, родное слово. Променно вспыхивают родки, но все шляхи життя кладутся, их бы почуть и стрепенуться усім нам сёння земляки, как вольно звонко до небес родимый слово закрыляла, кому усміхнувся нам Купала, його отчувши щасний лёс, как вольно звонко до небес родимый слово закрыляла, кому усміхнувся нам Купала, його отчувши щасний лёс, как вольно звонко до небес родимый слово закрыляла, кому усміхнувся нам Купала, його отчувши щасний лёс. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, родное слово. Все разом. Янка Купала, Янка Купала, Янка Купала, родное слово. Родное слово. Янка Купала. Михась Позняков написал гэты. Автор музыкі, выканаўца Сергей Кравец, а йому допомагала його муза, видатна наша співачка Інна Кравец. Калі ласка, аплодисменти. Дякую. Мы еще почуем ее виконання песни. А я хочу запросить до микрофона поэтессу, члена Союза письменников Беларуси Марину Шуханкову. Марина живе в Новополоцку, працує директором університетської бібліотеки, але в нашем городском отделении. Марина Шуханкова. Один верш читаю. Дякую, дякую, Михаил Павлович. Добрый день, поважанные литераторы, письменники, поэты, коллеги. Я вельмі шчаслівая, што я сёння маю магчымасць выступіць перад вами, пазнаёміцца з вами. Па роду дзейнасці я ведаю і ваши творы, і вашыя кнігі, і некаторых з вас, но але завочна. А цяпер я думаю, што у мяне наперадзе многа таких минут асалоды знаёміцца з вами, з вашым творчасцем і працаваць разом з вами на благо нашей родимы. Я прочитаю вам верш, який называется «Вишеньки». Ён присвечаны мемориальному комплексу «Вишеньки». Гэта символ спаленных вёсак у час Великой Отчинной войны. У Чашнікскім районе каля 800 вёсак были спалены, и одна из них «Вишеньки», там, где заживо фашисты спалили моего прадеда, его молодшую дочку, а старейшая дочка, моя бабушка, жила у той час у іншай вёсцы, и таким чином я маю магчымасць вось цяпер стаять перед вами и читать гэты верш. Вишеньки. Спят собаки, детки спят, Саньки, Мишеньки. Мирно спит моя родня горькой вишенки. Спит, не ведает судьбу каждой хиженьки. Запылает поутру колос рыженький, и поднимут облака черной выжимкой обгоревшие тельца Саньки, Мишеньки. Божьи ягоды теперь, душ все вышенки, так и воют без листвы корни, вишеньки, камни. Камни тишины обездвижники, посмотрите, скажут мне пустокнижники. Я приехала на зов, травы, выжженки, в руки просится роса цвета вишенки.
и стою столпом одна, как вселенная, где вишневые сады незабвенные. Дякую. Ну, яшчэ верш. Ну, яшчэ верш. Полюшка, долина, светлая рубаха, вот накрыла клином, вот срубила махом, понесло по полю, протащила плугом, причастился Богом, да поклялся другом, накормился вдоволь и землей, и правдой, разнеслось бедовой песней православной, прорастила зерна, полюшка, долина, светлая рубаха, да не видно клина. Ой, земля сырая, и широко поле, и душа без края, и в неволе воля. Народится вдоволь, и сынов, и песен, рушником по новой горницу завесят. Полетят там птахи, весело, невинны, в светлые рубахи шьются красным клином. Дякую. Марина, поспехаў вам новых творчих, і будзем супрацоўнічаць больш актыўна цяпер разам у гарадской арганізацыі. Дарагія сябры, 10-й сезон адкрыў наш мінскі гарадскі тэатр паэзіі. Тут прысутнічаюць артысты, рэжысёры, сцэнарысты, няма часу назваць усіх. А я хочу запросіць на сцэну самага знакамітага маладога юнага нашага артыста тэатра паэзіі, які ўжо в дзіцячым садзіку пачынаў працаваць і мае ўжо не адну ўзнагароду. Ён пераможца шматлікіх конкурсаў гарадскіх, уладальнік гран-пры, вучань 6 класа 134-й сталічнай школы города Мінска, безумоўна. Роберт Богушынскі. Запрашаем. Скажи мне, мать-земля, скажи правду. Могут ли люди жить без войны? Ты задала трудный вопрос, Толганай. Были народы, бесследно исчезнувшие в войнах. Были города, сожженные огнем и засыпанные песками. Были века, когда я мечтала увидеть след человеческий. И всякий раз, когда люди затевали войны, я говорила им: остановитесь, не проливайте кровь. Я и сейчас повторяю: эй, люди, за горами, за морями, эй, люди, живущие на белом свете, что вам нужно? Земли? Вот я, земля. Я для всех вас одинакова, вы все для меня равны. Не нужны мне ваши раздоры, мне нужна ваша дружба, ваш труд. Бросьте в борозду одно зерно, я дам вам 100 зерен. Воткните прутик, я выращу вам чинару. Посадите сад, я засыплю вас плодами. Разводите скот, я буду травой. Стройте дома, я буду стеной. Плодитесь, умножайтесь, и я для всех вас буду прекрасным жилищем. Я бесконечно, я безгранична, я глубока и высока, меня для всех вас хватит сполна. А ты, Толганай, спрашиваешь,
Могут ли люди жить без войны? Это не от меня, а от вас, от людей зависит, от вашей воли и разума. Роберт Богушинский, артист Минского городского театра поэзии. А что прочитал? Да, спасибо большое. Дело в том, что должно было быть написано, простите, не прозвучало, это отрывок из повести Чингиза Чингиза Айтматова Айтматова «Материнское поле». Дорогие сябры, мне вельми приемно запросить на сцену нашу знакомитую поэтессу, лауреата национальной литературной премии, владальника многих узнагород, дитячую, тим ліку письменницу, Валентина Поликанина. Спасибо. Добрый день, дорогие. Позволено 2 стихотворения, да? 2. Хорошо. Значит, первое стихотворение называется «Старый дот». Из книги «Под небом нераздельным». Разве память стала бесполезной? Не тверди мне, юный эрудит. Дот стоит на горке перед лесом и на нас, прищурившись, глядит. Он живет, свидетель горькой славы, для того, чтоб в этой синеве только солнце падало на травы, всей судьбою помнит о войне. Кто огнем крещен, не наши ль деды, кто стал частью высшей чистоты. Каждый год сюда я в день победы приношу весенние цветы, говорю все с кем-то по наитию, глажу стены, помнящие боль, и не видим, выйдя из укрытия, дед мой смерть уводит за собой. Второе стихотворение называется «Мой век». Мой век — смешенье веры и порока. Хоть мельком, но на прошлое взгляни. Там поле было чисто, ясно око, там соколы не знали западни. Кровавое, увы, твое начало. Какие испытания в конце! Играешь с нами, эхом отвечая, смеешься в обезличенном лице. Обману и корысти дал приманку, тарелку отодвинул, словно цель. То вывернешь все смыслы наизнанку, то ставишь добродетель под прицел. Иных уже постигла участь злая, уныние, упадок и падеж. Чего еще смертельно пожелаешь? И что к рукам бесстыдно приберешь? Глядишь прощально, как листок осенний, заброшенный дождем на пьедестал. От войн, беды и горьких потрясений ты сам уже, наверное, устал. Мой век, сомлевший до 7-го пота, дай душам от любви не отойти. Твои необъяснимы повороты, твои непредсказуемы пути. Спасибо вам. Будьте счастливы под мирным небом. Валентина Поликанина, дорогі друзі, а зараз прозвучить пісня на вірші Валентини Поликаниной. Виконують Інна Кравець. Музика Сергія Кравця, співає Інна Кравець. Накрыло
Уцелеют страны, люди не пойдут на смертный бой, если нас еще разбудит совесть, память и любовь. На краю большого света будут жизни ведь ключи, если есть в глубинке этой школа, церковь и врачи. Вот сплоченная триада поспешит за веком век, если будет всем как радость солнце, правда, человек. Уцелеют страны, люди не пойдут на смертный бой, если нас еще разбудят совесть, память и любовь. На краю большого света будут жизни ведь ключи, если есть в глубинке этой школа, церковь и врачи. Валентина Поліканіна, Сергій Кравець музика, Інна Кравець виконання. Дякую. Ольга Богушинська. Любите, шануйте поэтов живых, сябровства, любови, красы песняров, меж небом и грешной землей сивозных, святлистости, мудрости володаров, их болем чуливым мацуется свет, их верой и правдой святая час гойны, а там, где замолк неподшутый поэт, успыхивают здрады, разлады и войны. Читайте, любите поэтов своих, каб силой духовной променили души. Шануйте поэтов, пророков земных, каб штосьці святое у житті не порушить. Автор этого верша Михась Поздняков. И мы снова приглашаем на сцену Сергея Кравца и Инну Кравца. На стихи Михаила Позднякова прозвучит «Ночное потаенное купание». Запрошаем. Ночное купание. Ночное потаемное купание, ты, я и море, и лилей зор. С полдневым морем наше расставание, почуйте у палки солнечный костер. Свет спевает для нас,
шепотки хвалю, теплая пяшчота, їх зітливих раковинок звень, з якої магічної таємничої цноти ми скачем по озорній воді. Світ співає для нас, для нас, для нас. З тобой і чарує любов, 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 любов. J'ai des droits et des mots, et toi, l'amour, l'amour. І чарує любов, любов, J'ai nos droits, любов, любов. Ночное незабывное купание, у кожной хвилі звонкие годы. Мы с морем расстанемся по у серцях застанется назавжди. Свет співає для нас, для нас, для нас. З тобой і чарує любов, любов, любов. І чарує любов, любов, любов. І чарує любов, любов, Merci. Сергей и Инна Кравец. Спасибо огромное. Великий дякую. На верши Михася Позднякова с переводом на французский еще. Это мы избирались в Париж. Дорогие друзья, международный праздник книги сегодня завершается. Но не завершаются наши новые постоянные творческие мероприятия в учреждениях культуры и образования. Впереди многие новые творческие встречи, праздники, вечера, фестивали, спектакли с участием наших писателей и артистов, в том числе и нашего Минского городского театра поэзии. Дорогие сябры, безумоўна, свята ніколі не заканчваецца, калі ёсць у сэрцы любоў. Любоў да роднай зямлі, да роднай культуры, да роднага народа. Ёсць памяць да нашага мужнага, прыгожага, цудоўнага мінулага. Слова, кніга заўсёды служылі, служаць і будуць служыць міру, сяброўству, узаемаразуменню, побратимству. І гэтаму служыць уся наша праца, усяго Саюза пісьменнікаў Беларусі, наших абласных і мінскага гарадскога аддзялення. Запрашаем заўсёды на наши шматлікія мерапрыемствы. У тэатр паэзіі 26-го, бібліятэка імя Янкі Купалы, творчая сустрэча з Анатоліем Авруціным і яго вучаніцай
выдатнай паэтэсай Аленай Крыклевец, доктарам філалагічных навук Віцебскага дзяржаўнага універсітэта. Таксама яна ў нашай сталічнай пісьменніцкай арганізацыі. Да нас просяцца многія з розных рэгіёнаў. І мы з радасцю прымаем добрых людзей, таму што на добрых, таленавітых, шчырых людзях трымаецца свет. І на слове, і на кнізе, і на літаратуры. І няхай наша неба заўсёды будзе мірнае, прыгожае і шчаслівае, як і наша жыццё, як і наша цудоўная, міралюбная Беларусь, якая сёння паказвае свету прыклад сяброўства, супрацоўніцтва, дружбы, міралюбнасці. Са святам, дорогие сябры. До новых сустрэч. Мы ни в коем случае с вами не прощаемся. Сейчас мы как раз вам покажем именно ту дружбу. Потому что для вас сейчас, спустя пару минут, выступит ансамбль фольклорного танца «Эребуни», Армения. И я с удовольствием прильну как участница этого ансамбля. Солистка ансамбля «Эребуни» Ольга Богушинска. Подивіться, як яна пригожа танцує, не тільки читає. Да, сейчас только нужно будет вам подняться ненадолго, чтобы нам расширить место для танцевального ансамбля. Извините, пожалуйста, за дискомфорт. Трішечку почекається, да, далі. Дякую всім, дорогі.
Добрый день, дорогие друзья, и вновь позвольте поприветствовать вас на 32-й Минской международной книжной выставке ярмарки и пожелать вам хорошего настроения, ведь действительно в этом году наша страна еще раз принимает своих дорогих друзей из разных стран, демонстрируя свою дружбу и приверженность к принципам взаимопонимания. В 2025 году Беларусь председательствует в органах Евразийского экономического союза, участником которого является Республика Армения. И в этом году у нас есть уникальная возможность ознакомиться не только с природой, с культурой и людьми этой замечательной республики, но и познакомиться еще и с книжным искусством. Но это будет чуть попозже, а прямо сейчас я предлагаю окунуться нам всем в атмосферу прекрасной страны Армении с помощью наших специальных гостей фольклорного ансамбля армянского танца «Эребуни». Дорогие друзья, под ваши несмолкаемые аплодисменты попури. Дорогие друзья, выступление фольклорного ансамбля армянского танца «Эребуни» продолжается. И для вас специальный подарок «Страна Найри».
Ваши аплодисменты, дорогие друзья. «Страна Найри». Именно так назывался этот замечательный музыкальный номер в исполнении фольклорного ансамбля армянского танца «Эрибуни». А мы продолжаем восхищаться искусством Республики Армения. И прямо сейчас у нас есть уникальная возможность услышать песня «Попурри». Ահա գազի
peşerenino Ala gazi peşerenino Bacim yaris peşerenino Ah nino nino nasavče Če jeste furem jaras kefimeče Ah nino nino nasavče Če jeste furem jaras kefimeče Браво, дорогие друзья! Не знаю, как у вас, а у меня лично появилось желание встать рядом с нашими артистами и что-нибудь такое исполнить. Так вот, если с армянским языком пока сложновато, то с танцами, я думаю, все должно получиться. Вот сейчас в этом еще раз убедимся. Итак, дорогие друзья, сегодня еще один музыкальный специальный подарок для вас от фольклорного ансамбля армянского танца «Эребуни» «Аястан». Вот такое оно искусство Республики Армения, яркое, уникальное. Такие, как и мы, белорусы, наш братский армянский народ, гостеприимный, открытый. Еще один замечательный музыкальный подарок для всех участников 32-й Минской международной книжной выставки ярмарки от фольклорного ансамбля армянского танца «Эребуни» Ишханакан.
Фольклорный ансамбль армянского танца «Эребуни». Дорогие друзья, блестящее выступление наших специальных гостей, но несмотря на то, что наши артисты немножечко устали, мы не можем их отпустить с этой авансцены без финального музыкального подарка для вас. Возрождение. Фольклорный ансамбль армянского танца «Эребуни». Громче, громче, дорогие друзья, давайте искупаем в овациях наших уникальных артистов, которые сделали сегодняшнее настроение в рамках 32-й Минской международной книжной выставки «Ярмарки». Браво!
А мне остается лишь присоединиться к вашим овациям, дорогие друзья, и для того, чтобы впечатление стало еще больше от сегодняшнего дня, посетить стенд Республики Армения. Приятных вам впечатлений! Сьогоднішнього свята, після такого емоційного, танцювального концерта хочеться і самому нічого не казати, а протягнути так плясати. Але я хочу що сказати. Зараз на гэтай галоўнай пляцоўцы будзе таксама музычна, але песенна-паэтычная імпрэза Мінскага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Беларусі. І пакуль мы пачнем гэту імпрэзу, я хочу вас настроіць уже на іншы лад, больш спакойны, але таксама мілагучны, свой родны беларускі. Мінскае абласное аддзяленне, где стойки? Мінскае абласное аддзяленне Саюза пісьменнікаў прадстаўляе за 80 літаратараў Мінскай вобласці, якія жывуць у розных раёнах. Яны пішуць прозу, яны пішуць вершы, яны пішуць публіцыстыку, гумар, і ім падуласны усе літаратурныя жанры. Адным з такіх жанраў гэта з'яўляецца песенны жанр. І у мінулым годзе 17 нашых аўтараў са сваіх твораў, на іх вершы былі напісаны песні, склали калектыўны зборнік, які называецца «Радзімы песенныя сцежкі». Гэты зборнік, ён мае прыкладное значэнне, і ў ім знаходзяцца песні, прысвечаныя як 80-годдзю вызвалення Беларусі ад нямецка-фашысцкіх захопнікаў, так это пра вечныя тэмы адносін мужчыны і жанчыны і іншае. Перед тым, як тут зараз настроюць сцену, я хочу прачытаць караценькі верш, які прысвечаны якраз песеннай тэмы. Сівеюць бацькоў галовы, і час павуцінкай бялёсай, мінулага песні і словы, гучаць чарадой шматгалосай, спяваюць іх людзі ва ўзросце, сучасная моладзь спявае мелодыі спадчыны нашай, мелодыі роднага краю, разносяцца песен словы і чуецца рытм старадаўні, бацькоўскай пары юнацтва, любімай мелодыі даўняй, кахання мінулага, шчасця, дарог і гісторый жыццёвых. Успомнім, сябры, пра гэта у песнях старых і новых. А зараз я хочу запросить на гэтую сцену, пакуль што ідзе падрыхтоўка. Тут пакуль плясалі, усе мікрафоны разнеслі, ушчэнт, можна сказаць. Крыху пацярпіць. Хочу запросить на гэтую сцену наша паэта з Вілейкі, аўтара-выканаўцу, вядомага барда Владимира Сануніна. Ён выканае, зараз трэба і ўзяць, магчыма, да. Ён выканае нейкіх сваіх аўтарскіх песень, а потым можа выканаць нават і яшчэ болей, прачытае вершы. Одну хвіліначку, калі ласка. А дзе мікрафон? Одну хвілінку. Ваша гэта доўгае чаканне, яно сторыцца і потым апраўдаецца. Не, все добра, пакуль у нас ідзе ж падрыхтоўка, мы пакуль яшчэ не спяваем вершы, не дакламуем. Прабачце, што голас такі, але зараз усе хварэюць нехто. Мне так спадабалася выступленне армянскага ансамблю. Я успомню, малодшая дачка збіраецца ў канцы красавіка ў Ерэван, у адпачынак паехаць.
А я вспомнил, думаю, сегодня, коли б пришла, может, и не поехала бы. Все, настроено под гитару. Не хвалюйтесь. Так, а уключить його А тут гитарно, под гитару. Все. Все. Чувать? Чувать. А гітара? Зараз у вашій увагі автор-виконавця Бард Владимир Занулин. Ну, эта песня была написана специально для телепрограммы «Вобраз», яку вел давным-давно наш знакомитый поэт Леонид Голубович. Над лугами и лесами в тишине звенит струна, разом с птушек голосами вдалечінь летит и она, там, где синие озера и палетка вдалечине, где житневые просторы под маланками в ночи, где гуляет вольный ветер над разливами Днепра, где в лугах росою светит ясновокая зара, а в мелодии, здається, чутен шум твоїх дубров, де завжди хвалює серце тупот волота у зубров. Тут щебече вітрик свежий, у ракитах ля раки, и сивее в беловежье память продков праз веки. И над помниками Бреста белый птах у вышині, и гудуть у кожнем месте тут хатынские звоны. Жавруком звенить раздолье, где палетков далечень. Тут озеры, лес и поле, и маланка у ночи, и буслянка над хатиной, каля вилии раки. Это край для нас один, край навеки дороги. Тут своей упартой працей узнімали навеки над руинами палацы мои продки земляки. Ну, у гэтым годзе у нас 80-годдзе перамогі. Эта перамога для моих бацькоў была, асабліва для бацькі, это быў святое свята было. Мои бацькі у час войны перапісваліся вершамі. И я написал вершики, называется «Пераписка». Этот альбомчик у меня захоўваецца до нашего часу. Несколько разов уже просили, каб я его отдал в музей, но я не отдаю, бо пообещал своему внуку. Гляджу и сам себе не веру. Пече долонь моей руки, пожовклых аркушаў папера и вершаў роўныя радкі. А у іх пяшчота развітання и мары з глыбінёй без дна, да перашкодай у кахання была айчынная вайна. На дне разбитого окопа, под куль ворожых дикий свист, сярод палаючай Европы писал мой батька гэты лист. Вокол цвела весна, живая, ворожей лютости назло, и несла почта полевая лист у далекое село. Там, над столом у темной хате, под фотоздымком на стене, отказ писала батьку мати об тым, каб выжил на войне. Трохкутник вершыў белым птахам, ляцеў да вогня на мяжы. Там між агню, крыві і жаху чытаў іх бацька ў бліндажы. Уся вось гэта перапіска ляжыць цяпер перада мной. Зачараваных вершаў нізка, загартаваная вайной. Дякую.
Ну, а зараз я проспеваю вам песню, яка називається «Два солдати». Написана она была у выніку таго, што ў Чаўскім раёне, дзе я калісьці працаваў, на беразе ракі Проні, каля вёскі Пуцькі, ёсць две магілы. У адной ляжыць савецкі салдат, у другой немец. І мясцовае насельніцтва даглядае гэтыя магілы аднолькава, бо савецкі салдат загінуў пры вызваленні гэтай вёскі, а немец не даў спаліць вёску карнікам. Ціхая рачулка каля хаты, і амаль да лесу сенажаць. Тут у дзвюх магілах два салдаты пад дзвюма бярозамі ляжаць. Раніцай туман бялявы крые, саванам дрыготкім далягляд. У адной магіле сын Расіі, у другой з Германіі салдат. Завіруха тут зімою вые, і лютуе раніца і мароз. Чорныя гады саракавыя, іх з'ядналі тут паміж бяроз. Зацягнула рэчка цёмнай цінай, з тых часоў крутыя берагі, дзе ляжыць адзін хлапец з Берліна, са Смаленска малады другі. Кветак жменькі на пагорках вузкіх, у траве пасохлыя ляжаць. Крокі два зямелькі беларускай, паміж імі нібыта мяжа. Сірацее адзінока хата, а вакол такая цішыня. І скажыце, хто ў тым вінаваты? У адказ, як рэха мне, вайна. І скажыце, хто ў тым вінаваты? У адказ, як рэха мне, вайна. У нас ёсць абласны клуб «Жывіца», які аб'ядноўвае самадзейных паэтаў і кампазітараў. Гэтым клубам кіруе Ірына Александровна Карнаухова. У яе сёння, дарэчы, пасяджэнне, на якое я не патрапіў. Але тут ёсць прысутныя нашы паэты і кампазітары, якія будуць потым пасля мяне выступаць. Яны таксама з «Жывіцы». І я хачу праспяваць песню, якая называецца «Жывіца». Край багаты наш песнямі птушак на золку. Туманы, як легенды стагоддзяў, каранаю. Понад берагам днём чароўныя зёлкі, нібы папараць кветку ў мроях шукаю. Гэта можа ўсё толькі прысніцца, там, дзе сонейка ў пушчу садзіцца, і раўчук гаманлівы, як быццам, руіцца. Дзе блакітная б'ецца крыніца, і туман над узлескам клубіцца, і бурштынам на хвоі іскрыцца жывіца. Дзе знайду я адказы жыццёвых пытанняў, бо гады нібы птушкі ляцяць чарадою. І бывае, на золку дзіўлюся, на зоркі дзіўлюся да рання. Усплывае юнацтва тады маладое. Гэта можа ўсё толькі прысніцца, там, дзе сонейка ў пушчу садзіцца, і раўчук гаманлівы, як быццам, руіцца. Дзе блакітная б'ецца крыніца, і туман над узлескам глубіцца, і бурштынам на хвоі іскрыцца жывіца.
Нібы прывіды замкаў у хмарах над лесам, каласы залатыя на жнівеньскім полі. І крыштальная нарач, і рэчка Арэса. Это край мой бацькоўскі, знаёмы да болю. Это можа ўсё толькі прысніцца, там, дзе сонейка ў пушчу садзіцца, і раўчук гаманлівы, як быццам, бруіцца. Дзе блакітная б'ецца крыніца, і туман над узлескам клубіцца, і бурштынам на хвоі іскрыцца. Жывіца, жывіца, жывіца. Ну і на заканчэнне не магу не праспяваць гумарыстычную песню, якая называецца «Стары анекдот». Тым больш, што тут прысутнічае наш знакаміты гумарыст Анатоль Зекаў, правда, ён заняты там з жанчынамі. Ну, это вельмі добра. Вот. Ну, про гэту песню скажу толькі адно. Давялося мне выступаць у горадзе Мядзель. Я стаў спяваць гэту песню са сцэны, а зал пачаў мне падпяваць. Я нават спалохаўся, спіна мокрая стала. Вот, оказывается, гэта моя песня была в вожыку разам з нотамі, і мясцовы які-то калектыў вывучыў яе, таму і падпявалі. Сакавіцкім вечарком дзед успомніў пра каханне, да сваёй старой цішком ён падсунуўся ў чаканні. Кажа, сядзем мы з табой, як калісьці ў маладосці, дзесьці побач пад вярбой, і падумаем пра штосьці, дзесьці побач пад вярбой, і падумаем пра штосьці. Бабка кажа, ты ідзі і чакай мяне за плотам, там з гармонікам сядзі, яшчэ к дзеўкам выйду потым. Нават шапку дзед забыў і ватоўку дома кінуў, ледзь галёшы начапіў і пачапаў пад вярбіну, ледзь галёшы начапіў і пачапаў пад вярбіну. Сакавіцкі маразок наганяў на думкі суму, праз гадзінку ўжо дзядок пра каханне і не думаў, адмарозіў, што было, і чаго ўжо не хапала. Бабка ж тая, як назло, у хаце нібыта прапала. Бабка ж тая, як назло, у хаце нібыта прапала. Дзед паўзе да хаты злы, зараз сам сабе пад нос буркоча, зараз будзеш ты вузлы собирать посеред ночи, зараз тресну по спине, а яна яму, мой милый, ты прабач, бо тут мяне быццам мама не пустила. Ты прабач, бо тут мяне быццам мама не пустила. Дякую. А може на біс? Трошки передохну. Хай передихне криху, а потім. У свой час Ігор Лучанок писав наступне. Таленавіты сардэчны верш успламяняе кампазітара, вызывае ў яго гарачыя зваротныя пачуцці, дае штуршок творчай думцы. Так з'яўляюцца песні. Сегодня я хочу вам представить и позвать на галоўную сцену одного з аўтараў гэтага песеннага зборніка, якая піша вельмі мілагучныя, таленавітыя сардэчныя вершы. Это Татьяна Цвірко. Вітайце. Вітаю вас, шановні сябры, мої дорогі колеги.
Вельмі прыемна быць сёння на гэтай сцэне, на выставе. Жадаю ўсім вам натхнення, здароўя, цудоўнага настрою. Ну і, калі ласка, паслухайце некалькі маіх вершаў. Чаму я мову гэтую абрала? Пытання, мабыць, не знайду лягчэй. Мяне матуля донечкаю звала, з выразным, цвёрдым беларускім чэ. Чаму я мову гэтую абрала? На ёй мне шэпча казкі вецярок, на ёй салоўку улетку падпявала пра аксамітны зорны вечарок. Чаму я мову гэтую абрала? У творчы свет з яе вянок пляту. Яе ўслаўлялі колас і купала, і мілагучней мовы не знайду. Дякуй, край любімы мой. Раніца ружовіцца садам маладым, мые вочки сонныя, сонейка над ім, туманы бакі свае грэюць над ракой. Гэта прычынаецца край любімы мой. Безаварамонкавы дожджик прашуміць, расцвіце вясёлкаю неба ў вышыні. Дзень гулліва бавіцца з матухнай вясной, працай мірнай славіцца край любімы мой. Запаліў каштан свае свечкі, ліхтары, знічка срэбнай кропелькай у небе дагарыць. Плюшчыць свае вочанькі, ціха засынай. Добрай табе ночанькі, мой любімы край. Дякуй. Некалькі вершаў на тэму кахання. Думаю, што кожны з нас у сэрцы кахае. Мароз злаваўся не на жарты, не да кахання з хат не руш, а ты, упэўнены і упарты, прыйшоў з букетам змерзлых груш. І я ў танюсенькіх панчошках у мамы, пэўна, стаўся пшок. Хавалася аж да няможна у твой кудлаты кажушок. І не было лістоў бальнічных, і колькі зім ужо сплыло. А я в панчошках эластычных бягу, на руш тваіх цяпло. Дзякуй вялікі. Смак ліпеня. Каменьчык, цюкнуўшы ў шыбу, даў знак сустрэчу святкаваць. Нясмела ты мяне паклікаў па кроплі ліпень смакаваць. Збіралі зёлак, пахля рэчкі, з рамонкаў мералі вянкі і елі спелыя парэчкі. О, што за дзіва смак такі! Пасля бязглуздай нашай спрэчкі ад крыўды слёз мне не стрымаць. Якія кіслыя парэчкі, ну проста нельга ў рот узяць. І на заканчэнне хацелася б прачытаць яшчэ верш малітва. Зберажы мяне, Божа, ад зайздроснага вока, ад людскога пляткарства, ад прадажных сяброў. Зберажы мяне, Божа, ад паспешлівых крокаў, ад ліхое маланкі, ад вятроў скразнякоў. Зберажы мяне, Божа, ад нянавісці лютай, ад глухой адзіноты у бурлівым жыцці. Памажы праз жыццё быць жанчынаю любай, быць матуляй ласкавай, у сэрцы веру нясці. Шчыры дзякуй вам, мои шановныя. Дякую вялікі, Тацяна. Будем чакаць новых вершаў і новых песень на ваши словы. А зараз я хочу сказаць, што на біс зноў гатовы спець пару песен вам Владимир Цынонін, а потым музычная імпрэза працягнецца. Что? Калі еще можна пачуць такія мелагучныя песні у выкананні аўтара і кампазітара
одну песню хотел бы проспевать вам на русской мове. Песня написана в 87 году на республиканском турзлёце. Справа в тым, што я 20 гадоў займаўся сур'ёзна турызмам. Вот. І на гэтым рэспубліканскім злёце напісаў песню пра Вілію. І тады яшчэ не думаў, нават і не падазраваў, што буду працаваць у Вілейцы. Я тады быў у камандзе Магілёўскай вобласці. Позабыл покой и мир, пыль ковров своих квартир. Вновь ходят друзья с рюкзаками немалыми, чтобы где-то на заре в этом росном серебре утопить в тишину свои души усталые. Их опять мечта звала, и романтика вела по тропинкам лесным, где так радостно дышится. И до самого утра у веселого костра вновь знакомый мотив над рекой тихой слышится. А над Вилией рекою теплым вечером в покое на лугу пестрят палатки, как осколочки заката, искры гаснут поднебесье, дым костра, гитара, песня. И опять с тобой мы вместе, будто в юности когда-то искры гаснут поднебесье, дым костра, гитара, песня. И опять с тобой мы вместе, будто в юности когда-то. Нашим близким не понять, что не можем мы унять в своих душах тоску по дождям и по холоду. Пусть пробилась седина, все равно для нас она не свидетель того, что уже мы не молоды. И как много лет назад в летний зной осенний град вновь ходят друзья, путь дорогу не близкую. И беда нам не беда, знаем мы, что никогда не заменишь ничем наше братство туристское. А над Вилией рекою теплым вечером в покое на лугу пестрят палатки, как осколочки заката, искры гаснут поднебесье, дым костра, гитара, песня. И опять с тобой мы вместе, будто в юности когда-то искры гаснут поднебесье, дым костра, гитара, песня. И опять с тобой мы вместе, будто в юности когда-то. Ну и одну песню проспеваю вам. У 2012 году я был удельником фестиваля «Великая бард-рыбалка» на территории Могилевской области, атрымаў звание лауреата там. И эта песня фактично стала гимном этого фестиваля. Называется «Чигиринка», бо было это на Чигиринском водосховище. Я манить зусім не буду и скажу одно. Народился, мабыть, звуда я давным-давно, кольки помню, год от году, вечно ля раки, я шукаў сабе пригоды, правда, мужики. Мне бывае нават снится, нібы в казцы таямницы, осторожно вуды быццам я кладу разом з лустай хлеба в скрынку и лечу на чиринку, где счастливую хвилинку проведу. Много бачыў рэчак хуткіх я, сябры мае,
ды заўсёды ходзяць чуткі, дзесьці лепш клюе. І няхай буркоча жонка і сынок раве, незнаёмая сторонка вабіць і заве. Мне бывае нават снится, нібы ў казцы таямніцы, асцярожна вуды быццам я кладу разам з лустай хлеба ў скрынку і лячу на чырынку, дзе шчаслівую хвіленку правяду. Да агню падселі госці, гутарка цячэ, юшка булькае і штосьці булькае яшчэ, а затым струн на гітары ціха зазвеніць. Нельга нам без гэтай мары на зямлі пражыць. Мне бывае нават снится, нібы ў казцы таямніцы, асцярожна вуды быццам я кладу разам з лустай хлеба ў скрынку і лячу на чырынку, дзе шчаслівую хвіленку правяду, дзе шчаслівую хвіленку правяду. Вялікі дзякуй, Владимир Ефимович. До новых сустрэч. Хай стаіць. Дарэчы, тут стаяў пан Глузкі, чалавек, які вёў праграму «Барт-парад» на беларускім тэлебачанні. Вось гэта чалавек знакаміты. Добра, дзякуй. У яго праграме прагучала гэта моя песня. Добра. А зараз я хочу запросіць на сцену яшчэ аднаго паэта, паэтэсу, якая піша лірычныя вершы, якія часта кампазітары перакладаюць на песні. Людмила Круглік. Калі ласка. Ну, лепей стойку. Раз. Добра. Добрый день, паважаныя слухачы. Віншую вас з гэтым святам, святам кнігі, святам нашай краіны. І некалькі вершаў. Сваволяць думкі панад полем, дзеці ж хаваюць туманы, іх прыцягненне не адолець, палоняць сэрца зноў яны. І між турбот і спраў штодзённых знаходжу я дзянёк другі, і шчырым ранкам крыху сонных цягнік, як сябар дарагі, вязе туды, где ўсё знаёма, утульна, тёпла і спакой. Душа хвалюецца, я дома, і час гады змахне рукой. Жыццё закружыць сваё кола між вуліц і знаёмых хат. Дзяўчынкай прабяжыць па полі, радкамі вернецца назад. Я часто думаю, я дочка пасля военного часу, і я часто думаю аб тым, адкуль прыходзяць войны. І хочу, каб іх ніколі не было. Наступны верш пра гэта. Ты зайграй, музыка, песню, каб кранула дна душы, каб жыццё магло нас весці праз вятры і віражы, каб матыў зямлі спрадвечнай падхапіў птушыны хор і панёс тых ноц сардэчнасць паміж рэчак, паміж гор, каб усім хапіла долі, век не ведаць слёз журбы. Узняліся зноў на волю птушкі міру, голуби, заспявай, музика,
песню про блакит и шир небес. З добрынёй тую воскреснет час, что счастье людям нес. Хай почують во усім свете щирой музыки красу и шепне лагодный ветер. Я любовь до вас несу. И, конечно же, життё. Життё не раз на скрижаванні, праз роздум поміж трьох дорог, отказ шукає на питання, якую? Легкую, між трьох. Де вибір не такий уже простий, як не старайся, не крути, праз чорно-білі полоси, за лесом стежками істи. Помилка, потім покарання. Так познається сенс життя, а потім шлях до покаяння, праз роздум, стежка відкриття. Життя не раз на скрижаванні блукає в думках між дорог, а отказ шукає на питання, якую? Легкую між трьох. Дякую вам, великі. Велике дякую вам. Ну, а зараз я хочу запросити на гэтую сцену композитора і виконавцу, чоловіка, який з'являється гоноровим громадянином города Фані Пальдзержинського району. Яна з'являється членом Белорусского союза музичних діячів. Яна написала шмат песен на слово наших письменників Мінщини, які включені в гэты песенный сборник. Тамара Кащева, сустракайте. Добрый день, шановные мои сябры, знаёмыя, незнаёмыя. Вельмі рада ўсіх вас бачыць. І вельмі ўдзячна, што шмат маіх песен увайшло ў зборнік «Радзімы песенныя сцежкі». У мяне песні ў асноўным на словы членаў Саюза пісьменнікаў Беларусі, членаў калектыва «Жывіца». І адна з першых песень сёння прагучыць на словы Галіны Нечипарович «Родны край». Іскрыстае ранне, падспеў салаўіны зязяла, і з промнікам першым світанне па росах у лузе гуляла. Пяшчотныя нёба на хвалі даносяць мелодыі лета, туман і расінак каралі раскажуць таксама пра гэта. Родны край, ты чаруеш заўжды. Хай летяць, пралятаюць гады. У любові табе прызнаюся, белай Руссю сваёй ганаруся. За полем крынічка бруіцца, і лотаць галоўку
Дякую. И наступная песня, это авторская. Я написала до одного из юбилеев Минской области, и она стала лауреатом. Песня «Минщина». Шмат пригожих мест у Беларусі, рэчак і лясоў, дзе кружыць бусел. Ды тое мне милей, дзе мы с тобой живем и Минщиною славною зовем. Край озерный клича нас умядзел, а не свіж палацам нас прывабіць. Куды не едем мы, все вёски, городы, сябруют нібы сестры и браты. Минщина, гостиная земля, тут народ, одиная семья, сердце нашей вечной родины. Родный тут заўсёды будь счастливы. Гостиная земля, тут народ, одиная семья, сердце нашей вечной родины. Родный тут заўсёды будь счастливы. Нарач нам Максима колыхала, помнить речка Вязанка Купалу, а голоса поэта наш Нёман надавал и силу его творчести давал. Спадщину духовную шануешь, дружбу между народами мацуешь. Дык радуйся жыццю, багацці помножай, столицу и краину прославляй. Минщина, гостиная земля, тут народ, одиная семья, сердце нашей вечной родины. Родный тут заўсёды будь счастливым. Минщина, гостиная земля, тут народ, одиная семья, сердце нашей вечной родины. Родный тут заўсёды будь счастливым. Дякую. Следующая песня на слова Людмилы Круглик. Вот она сидит передо мною, поэтесса, моя подруга. И песня называется «Детство мое». Детство мое, спрятавшись на печке, напевала песню в тишине. И в ладонях прятала колечко, и скворцов встречала по весне. Ручку обмакнув слегка в чернила, выводила буковки в тетрадь. В летнем дождике искала силу, чтобы взрослым поскорее стать. Юность вслед за прилетевшей стаей постучала потихоньку в дом. Детство проводит в цветущем мае голосистым радостным звонком. В звуках вальса выпускного бала закружилась первая любовь. Лепестки ромашки обрывала и ждала волшебных нежных слов.
эти светлые года. Я стою на стареньком вокзале, но сюда не ходят поезда. Унесло в заснеженные дали время эти светлые года. Я стою на стареньком вокзале, но сюда не ходят поезда. Я стою на стареньком вокзале, но сюда не ходят поезда. Есть у меня песня на стихи Ирины Карнауховой, руководителя нашего коллектива «Живица». Называется она «Улыбайтесь, люди». Улыбнись, сидя прохожий, молодых встречая пары, как они в любви похожи на весенних тротуарах. Настроением чудесным поделиться могут сразу и звучащей в сердце песней под мотив, что знает каждый. А улыбка — символ мира, и без знания языка всем она, как блеск сапфира или красота цветка. Что улыбка — символ мира, знают все наверняка, как надежда и Пальмира, единения река, как надежда и Пальмира, единения река. Улыбайтесь, люди, чаще и родным, и незнакомым, и энергией звенящей накрывайте всех влюбленных. Вместе с верой и мечтами мир изменится мгновенно, сразу зацветет садами вся планета вдохновенно. А улыбка — символ мира, и без знания языка всем она, как блеск сапфира или красота цветка. Что улыбка — символ мира, знают все наверняка, как надежда и Пальмира, единения река, как надежда и Пальмира, единения река. Улыбка — символ мира, и без знания языка всем она, как блеск сапфира или красота цветка. Что улыбка — символ мира, знают все наверняка, как надежда и Пальмира, единения река, как надежда и Пальмира, единения река. Спасибо. Еще у меня есть одна песня, но я думаю, что уже время, да? Ну, есть еще у меня песня на слова Круглик «Карусель». Никакого нет секрета, за весной приходит лето, и, обняв туманно просень, по дорогам бродит осень.
проходит, незаметно жизнь проходит, и уже совсем седые, где ж вы годы молодые? Не живите в зазеркалье, а любите день реальный, и душа, я знаю точно, будет молода и бессрочно. Нежданным самозванцем понесется в быстром танце, безрассудно, без оглядки, став на миг для всех загадкой, рассмеется радость звонко, будто юная девчонка, и назло дождям метелям зазвенят в душе капели, рассмеется радость звонко, юная девчонка, и назло дождям метелям зазвенят в душе капели, и назло дождям метелям зазвенят в душе капели, зазвенят в душе капели. Ча-ча-ча. Спасибо. Великий дякую, Тамара. Спадзяюся, што гэта не апошнія песні, якія напісаны на вершы нашых паэтаў Міншчыны. Ось пасля армян хацелася ў пляс кінуцца, але каленкі не згібаюцца. Пасля выступлення нашых аўтараў-выканаўцаў хацелася спець, але голас хрыплы, самі чуваць. Таму я запрашаю на гэтую сцэну нашу літаратара, паэтэсу з Барысава, аўтара, выканаўцу Марину Лайкову. Сустракайце. Добрый день, шановные сябры. Я выканаю песню, пачну свое выступление с песни, якая как раз вось у гэтай цудоўнай кніжкі «Бродячий ангел». В очах усмешка и покой, в очах небесная стезя. Я не спрошу, кто ты такой, коль говорить о том нельзя, лицом не в росок и притом, лишь ветер золотит сумму. Но знаю я, войдешь ты в дом, и быть удачи в том дому, лицом не в росок и притом, лишь ветер золотит сумму. Но знаю я, войдешь ты в дом, и быть удачи в том дому. Пусть не блистал в руке клинок, я зрила чудо из чудес, как опаленный мотылек глаголом уст твоих воскрес, как дождь над талою водой в неодолимой тишине. Я занедужила тоской, нежданно ты явился мне, как дождь над талою водой в неодолимой тишине. Я занедужила тоской, нежданно ты явился мне. Спасибо. Ну, время у нас осталось не так много. Я спою еще одну песню. Это премьера песни. Я ее написала к 80-летию со Дня Победы и посвятила ее
своим родственникам, которые принимали участие в этой войне. На страже мира память. Залп каменный и каменное пламя ворвутся в глаз рассветной тишины. Застывший выстрел в память, память, память. Застывший выстрел в память, память, память. О людях, что прошли стезей войны. Бесстрашны взоры и победы знамя свободно реет в каменных руках. Живет вовеки память, память, память. Живет вовеки память, память, память. Живут герои в думах и веках. Оберегают нас, хранимы нами. Надежны эти узы и верны. На страже мира память, память, память. На страже мира память, память, память. На страже мира обелиск войны. Спасибо, дорогие друзья. Именно память делает бессмертными нас и наших предков. Спасибо. Великий дякую, Марина. Я хочу виказати слово вдячності усім, хто сьогодні слухав нас, хто виступав на цій сцені. Великий дякую. І перед тим, як передати слово наступній програмі, яка буде тут со сцени про нечто говорить, рассказывать и петь, я хотел бы запросить удельников нашего мероприемства, письменников для гульного здымка сюда на головную сцену. Великий дякую.
уважаемые участники и гости 32-й Минской международной книжной выставки «Ярмарки». Сегодня издательский дом «Белорусская наука» представляет вам уникальное издание, посвященное фронтовым кинодокументалистам, создателям кинолетописи «Освобождение Беларуси». Об этом уникальном справочнике, биофильмографическом справочнике, вам расскажет его создатель, ведущий научный сотрудник Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Константин Игоревич Ремишевский. Константин Игоревич, вам слово. Добрый день, уважаемые коллеги. Я понимаю, что мне придется немножечко поменять дискурс после уважаемого Союза письменников Беларуси, якія цудоўна пели і танчылі, але зараз мы будем говорить про іншыя справы, не менш важные, и про те вещи, которые оставили отпечаток и в культурной, и в исторической памяти нашего народа. Для того, чтобы более предметно подойти к феномену фронтовой кинолетописи, который оказал мощнейшее влияние на весь кинопроцесс XX века, на белорусскую документалистику, и не только белорусскую, зарубежную, я хочу напомнить вам и продемонстрировать сейчас на экране удивительный и очень важный для идеи нашей государственности, сегодняшней белорусской послевоенной государственности, кинолетописный фрагмент из уже изрядно подзабытого, но крайне важного фильма, созданного в самом конце войны, весной 1945 года, фильме, который называется «Освобождение Советской Беларуси». Этот фильм был создан выдающимися мастерами белорусского кино того времени Владимиром Владимировичем Корж-Саблиным и литератором, кинорежиссером Миколой Садковичем. Внимание на экран. Видеофрагмент номер 1. Они хотели завоевать весь мир. Они хвастались, что покорили народ советской Белоруссии. Ложь! Поглядите на этих хлопцев. Разве были они когда-нибудь покорены? Это партизаны в своей столице, городе Минске. Немало среди них героев Советского Союза, тысячи награжденных орденами и медалями. На этот митинг пришло 30 тысяч трудящихся Минска и 50 тысяч партизан. От имени Центрального комитета партии большевиков Белоруссии и белорусского правительства на митинге выступил председатель Совета народных комиссаров Белорусской Советской Социалистической Республики товарищ Пономаренко. Разрешите от вашего имени и от имени трудящихся всей Советской Белоруссии, партизан и партизанов, передать пламенный горячий привет доблестным войскам Красной Армии, разгромившим немецких захватчиков и вышвырнувших их из предела Советской Белоруссии. Разгром врага предполагает сейчас начало восстановительной работы в Советской Белоруссии. Под руководством нашей партии, при помощи всего Советского Союза, мы залечим наши раны. Какие бури, ураганы прошли эти люди. В жестокой трехлетней битве родилось новое племя белорусов, племя воинов-победителей.
подвигом своим, в братской семье советских народов восстановят они освобожденную Родину, чтобы вечно жила, чтобы вечно цвела дорогая моя Беларусь. Спустя 20-30 лет после окончания Великой Отечественной войны произошли определенные изменения, и документалистика, кинодокументалистика, когда некогда была основным носителем и источником как событийной информации, так и рассказа о проблемных точках жизни людей, о жизни в социальной сфере, экономической, культурной, постепенно стала уходить на спад, занимать не столь важное, как некогда, место. Конечно, на это повлияло появление и бурное развитие телевидения в 70-е, 80-е годы, которое выдавило кинодокументалистику и кинодокументалистов, может быть, на периферию творческого процесса. И на этом фоне некоторые мастера кино, телевидения, тележурналистики стали считать, что опыт, приобретенный фронтовыми кинодокументалистами, не столь уж и важен. Появились суждения, касающиеся того, что значительная часть фронтовой кинолетописи была создана не методом синема-директ, то есть прямого кинохроникального отражения жизни, то есть репортажного метода, а методом восстановления факта, методом реконструкции, и поэтому она не в полной мере является документом истории. Вот подобные перевертыши привели к тому, что некогда мощная, четко сформулированная публицистическая модель белорусской кинодокументалистики, модель, в которой находилось место чрезвычайно тонким, авторским, образно-пластическим решением, а это то, что делало и делает кинодокументалистику искусством, стала уходить на второй план. На смену искусству пришел поиск каких-то сенсационных, извините, порой, так сказать, жареных фактов. Думается, что общество, социум очень многое утеряло в результате этого. Но самоотрицанию всегда приходит конец. И сегодня мы вошли в фазу того, что мы возвращаемся к пониманию того, что, собственно говоря, в творческом методе фронтовых кинодокументалистов, да, по сравнению с желаемыми творческими методами дня сегодняшнего, не так-то и многое изменилось. Вы можете сами проанализировать в голове, а много ли вы видите по современным каналам коммуникации, таким как YouTube или аналогичным, каких-то действительно правдивых и актуальных репортажей о жгучих проблемах дня сегодняшнего? Рискну за вас ответить на этот вопрос. Нет, не так уж их и много. И тем более нельзя отбрасывать как творческий метод, метод прямого кинематографического отражения реальности, до филигранности, до виртуозности, отработанный в годы войны сообществом фронтовых документалистов. И вот здесь, в начале нашего тысячелетия, в начале 2000-х годов, возник вопрос, а сколько их было, фронтовых кинодокументалистов, советских? И кто вправе считаться фронтовым документалистом? Эту благородную работу провели российские коллеги, начали, инициировали российские коллеги, выдающийся российский
историк кино Валерий Иванович Фомин, профессор, доктор искусствоведения, его ученик, мой коллега по ВГИКу, Всесоюзному государственному институту кинематографии Александр Дерябин, ныне работник Госфильмофонда, которые в 2016 году издали уникальную фундаментальную книгу, которая называется «Создатели фронтовой кинолетописи». Книга более 1000 страниц, уникальное издание которое сейчас уже является, конечно, антиквариатным и раритетным. Так кто может быть фронтовым оператором? Берем пример. Трагическая судьба молодого парня, выпускника кинооператорского факультета ВГИКа Намофилова. Закончил ГИК в 1942 году. Снять дипломную работу нет возможности материально-технической. Тогда было предложено, а не хотите ли вы, уважаемые коллеги, поехать на фронт, во фронтовую киногруппу и снять фронтовой кинорепортаж, которым можно защитить диплом. И самые лучшие, самые смелые, самые, так сказать, патриотично настроенные и отчаянные ребята и преданные идеи документализма на такие предложения соглашались. Подчеркиваю, не все, но многие соглашались. Вот одним из них был Намофилов. Он дождался приказа официального зачисления ассистентом оператора в киногруппу Брянского фронта и отправился по месту назначения. Грузовик, в котором он ехал, попал под обстрел и, не доехав до места назначения, молодой документалист погиб. Он фронтовой кинооператор или нет? Ведь он не успел снять ни одного метра пленки на передовой. Вправе мы считать его фронтовым кинооператором или нет? Другой пример. Кинооператор Галадж, не документалист, оператор художественного кино, работавший на Мосфильме, не будучи зачисленным во фронтовую киногруппу, присоединился во время обороны Москвы осенью 1941 года к воинским подразделениям и по собственной инициативе, значит, с помощью пленки и аппаратуры, взятой на Мосфильме, вел кинолетопись ряда воинских подразделений, в том числе ополченцев, и оставил богатейшую кинолетопись обороны Москвы. Приказа о его назначении фронтовым кинооператором нет. И вот куча вопросов, на которые надо ответить. Кого мы вправе считать? Вот в этом издании мои коллеги постарались на эти вопросы ответить. И мы пришли к выводу, коллегиальному выводу о том, что фронтовыми операторами мы считаем тех, в отношении которых, тех людей, тех кинематографистов, в отношении которых были изданы приказы об их назначении в киногруппу. И даже если они, вот как упомянутый Намофилов, по воле, так сказать, обстоятельств не смогли реализоваться, но они же ведь ехали, они были честны перед людьми, перед социумом, перед обществом, перед профессией. Они фронтовые кинооператоры. Если люди фактически работали, оставили определенное наследие, да, они фронтовые кинодокументалисты. В этой книге есть упомянуты среди почти 300 кинооператоров, ассистентов, режиссеров, начальников фронтовых киногрупп 8 фронтовых кинооператоров-белорусов. Под белорусами мы имеем в виду, конечно, не этническую принадлежность, а выходцев с Минской студии, белорусской студии кинохроники до военного времени. Значит, многим интересующимся известно, что в 1936 году была организована Минская студия кинохроники, которая к концу 30-х и примерно к 1940 году по своему творческому потенциалу стала одной из ведущих студий советской страны и располагала кинодокументалистами по своему художественному мастерству, входящему в пятерку или, по крайней мере, десятку лучших советских кинодокументалистов. В числе таковых следует, конечно, упомянуть величайших наших
режиссеров, операторов документального кино Иосифа Вейнеровича, Михаила Берова, Владимира Цеслюка. А вообще эта команда объединяла 8 персоналей. О них в книге российских коллег сказано очень немногое по той простой причине, что, находясь в Москве, моим коллегам-исследователям весьма трудно было найти исчерпывающую информацию о них. Я посчитал необходимым акцентировать вклад операторов-белорусов, потому что, во-первых, это мой патриотический долг как ученого и как гражданина, а во-вторых, потому что в создании кинолетописи освобождения Беларуси вклад белорусских документалистов чрезвычайно значителен. Сейчас хочу предоставить вашему вниманию удивительный фрагмент из документального фильма «Сражение за Витебск», смонтированного в июле 1944 года и ставшего весьма знаменательной вехой в развитии советской документалистики, потому что это первый документальный фильм, который получил название «Фронтовой киносборник», или точнее специальный фронтовой выпуск. Как раз за месяц, за два до начала стратегической операции «Багратион» было принято решение о создании цикла вот таких документальных фильмов, которые будут называться «Специальные фронтовые выпуски», и будут рассказывать о крупных победах Красной Армии или о событиях, достижениях, достигнутых усилиями партизан, не путем демонстрации хроникальных сюжетов в киножурналах. А хроникальный сюжет в киножурнале – это маленький сюжетик продолжительностью 1,5-2 минуты, то есть хронометраж ограничивает возможности рассказать о событии. А вот учитывая это обстоятельство, было принято решение создавать более масштабные документальные фильмы, 20-30-минутные, которые бы рассказывали о крупных победах Красной Армии. И вот таким первым фронтовым специальным выпуском стал фильм «Сражение за Витебск». В нем есть не только боевые эпизоды, а есть эпизоды, которые составляют особый цикл, которым я сейчас занимаюсь со слезами на глазах, сердечной болью. Это цикл кинодокументов, цикл фронтовых материалов, связанных с темой геноцида белорусского народа. В киногруппу Третьего Белорусского фронта, замечательную киногруппу, возглавляемую выдающимся советским кинодокументалистом Александром Медведкиным, входили два белорусских кинодокументалиста, Михаил Беров и Юлиан Довнер. Они снимали «Освобождение Беларуси», потом «Освобождение Прибалтики», битву за Восточную Пруссию, битву за Кёнигсберг, битву за порт, крепость Пилау и так далее. Берову вообще довелось снимать и разгром последней группировки немецких войск. Это, как вам известно, группировки в Курляндии, которая сдалась лишь тогда, когда уже, так сказать, был повержен Берлин. Так вот, в киногруппу Третьего Белорусского фронта входил еще один замечательный, уникальный советский кинодокументалист, кстати, имеющий отношение к группе белорусов, потому что после своего окончания в ГИКа, назову его имя, это Георгий Голубов. После окончания в ГИК он в течение года, 40-го и начала 41-го года, работал на Минской студии кинохроники. Ну, правда, после войны он уже работал на Центральной студии документальных фильмов в Москве, но все же определенные связи с Беларусью у него остались, и сердечная приязнь к белорусам и белорусской тематике у него, несомненно, была. Может быть, вот это особо такое щепетильное отношение к трагедии белорусского народа подвигло его на героический подвиг. Он снял уникальный кинолетописный материал, который он сам назвал «Люди из концлагеря». Это огромный материал продолжительностью 8 минут, который полностью в фильме «Сражение за Витебск»
использовать было невозможно, но режиссер фильма Александр Медведкин посчитал необходимым включить небольшой эпизод, который бы рассказал об этом факте геноцида на территории Беларуси, конкретно на территории Витебщины. Сейчас мы попросим вывести этот материал на экран. Обратите внимание на микроэпизод с девочкой белорусской, которой 3 года и которая все годы своей жизни прожила, так сказать, находясь в оккупации, и которая не видела простой сахар-рафинат. Это как маленькая бытовая деталь. Пожалуйста, фрагмент на экран. Здесь был концлагерь. Здесь 8 тысяч советских людей томились без пищи и крова, погибая от голода, болезней и пыток. Немцы перед своим бегством начали расстреливать заключенных. Стремительность нашего наступления спасла этих людей от неминуемой гибели. В годы немецкой оккупации они не ели настоящего хлеба. Девочке 3 года. Она никогда не видела сахара. Подготовка и выход в свет такого издания, как презентуемый биофильмографический справочник, была возможна исключительно потому, что за этот проект взялось одно из лучших, наиболее профессионально подготовленных издательств белорусских. Это наше академическое издательство, издательский дом «Белорусская наука», который имеет опыт подготовки таких работ, которые требуют не только авторского, но и чрезвычайно, так сказать, серьезной редакторской проработки и так далее. На сегодняшний день по уровню проработки материала, по уровню полноты биографической информации о создателях кинолетописи освобождения Беларуси, а здесь собраны статьи о 70 боевых кинодокументалистах, среди которых и белорусы, и представители других студий, по полноте и точности фактического материала это издание не имеет равных. Тиража уже нет. По-моему, на стенде издательства «Белорусская наука» осталась 1 или 2 книги. Поэтому прошу вас не приобретать их, особенно тем, для кого это является второстепенным делом, потому что обязательно найдутся те, кому она очень нужна. Спасибо вам, дорогие друзья, за внимание. Если у кого-то есть вопросы, касающиеся вопросов кинодокументалистики, фронтовой кинолетописи, феномена фронтового кинорепортажа, готов в кулуарах ответить на все ваши вопросы. С наступающим святом Перамоги! Спасибо за внимание.
Добрый день, шановные наши слухачи, наши читачи, наши натхняльники. Вас вітае выдавецтва «Мастацкая літаратура». Мы сегодня презентуем 28-й том золотой коллекции белорусской литературы, у якой вышел гэты том Івана Навуменкі, да, яго стагоддзя з дня нараджэння. Я пачну з верша «Сосны Івана Навуменкі». Сосны каранями трымаюцца за зямлю, а зямля трымаецца за сосны, якія растуць пры дарозе, што вядзе ў Васілевічы, дзе ў сям'і чыгуначніка нарадзіўся хлопчык, які вырасце, будзе слухаць вецер у соснах і чуць водгулле далёкіх вёснаў, дзе верасы на выжаранах у смутку белых начэй пад асеннія мелодыі і замець жаўталісця, як птушкі між маланак будуць нагадваць пра вечнае і роднае, што знікаючы не знікае, як сонца над той самай зямлёй, што засталася ў спадчыну і будзе заўсёды спадчынай, дзе таполі юнацтва, апаленыя вайной, будуць разам з соснамі стаяць пры дарозе, чакаючы цябе. Ветер у соснах вартуе шышкі, як зоркі, якія, падаючы на зямлю, як залатыя кроплі тваіх далёкіх пражытых дзён, не знікаюць у траве. Стаіш ля сасны пры дарозе, як ля свайго мінулага, для сваёй будучыні, і ты гамоніш сасной, і сасна цябе разумее, як радзіма, якая адна, як сасна пры дарозе. Сасна вечна зялёная, вечна прыгожая, і яна, цягнучыся ў неба, і сёння цягнецца да цябе. На кальварыі ў Мінску не растуць сосны, але яны там бываюць, прыносячы табе жывіцу, што стане бурштынам, кроплямі сонца, калі ты захочаш, успамінаючы сасну пры дарозе, ля якой ты стаяў хлапчуком, як на краі свету. Вось такі верш у мяне ў свой час напісаўся. Ён, зразумела, як вы убачылі, без рыфмы, але галоўнае, што гэта верш. Ну, 28-й том золотой коллекции беларускай літаратуры выйшаў мастацкай літаратуры, і над ім працавала рэдактар выдавецтва мастацкай літаратуры Аксана Спрынчан. Яна паэт, празаік і добры, цудоўны рэдактар. Яна раскажа і пра том, акрамя ўсяго, да стагоддзя з дня нараджэння Івана Навуменкі у часопісах «Полымя», «Нёман» і «Маладосць», якія выходзяць пры мастацкай літаратуры. У другім нумары былі змешчаны вельмі цікавыя матэрыялы, прысвечаныя жыццю і творчасці Івана Навуменкі, народнага пісьменніка Беларусі. Вось у «Полымі» нумар 2 Аксана Спрынчан, вялікі дзякуй, яна зрабіла цудоўнае інтэрв'ю з дачкой Валерыяй Ивановной Навуменко. Ну, передаю слово Оксане Спрынчан. Кай ласка, Оксана Вадимовна. Добрый день, шановное господарство. Мне бы хотелось пачаць з таго, што Іван Навуменка, якому споўнілася з дня нараджэння 100 гадоў, гэта зорка нашай літаратуры. А зоркі, яны як кветкі. І вось, калі паглядзець, у самых нашых вядомых пісьменнікаў ёсць свае кветкі, ёсць свае дрэвы, ёсць свае расліны. І калі, да прыкладу, у Петруся Броўкі гэта чабор, у Янкі Купалы папараць, у Максіма Богдановича гэта валошка, я думаю, ну, у Якуба Коласа, вядома ж, гэта будзе колас, то акурат у Івана Навуменкі гэта сасна. Сасна пры дарозе. Як толькі, я думаю, кожны беларус, які вучыўся ў школе, проста чытаў літаратуру, калі бачыць самотную сасну,
ён узгадвае Івана Навуменку. Сасна дрэва, якое жывіць беларусаў заўсёды, жывіць сваёй прыгажосцю, узнесенай у нябёсы, жывіць сваёй жывіцай, жывіць сваімі шышкамі, якія беларусы ужываюць для распальвання вогнішча і печкі, і нават цяпер для кветнікаў. І ведаеце, гэтая сасна Івана Навуменка ў яго родных Васілевічах, яна дасюль жывая. І гэта таксама паказвае на некую такую сувязь глыбінную таго, што ёсць у жыцці і ў літаратуры. Гэты том для мяне вельмі блізкі, я ягоная укладальніца, ягоны рэдактар. Мой лёс склаўся так, што я была рэдактарам 10 томоў Івана Навуменкі. Я вучылася у сына Івана Навуменкі, Павла Івановича, які выкладае на філфаку БДУ. І адзін з найлепшых выкладчыкаў Беларусі. Тут яшчэ прысутнічаюць ягоныя студэнткі, я думаю, яны пацвердзяць гэта. І ведаеце, у яго унікальная сям'я. Ёсць пісьменнікі, якія самі пішуць, нясуць беларускае слова, але дзеці адыходзяць ад іх, яны не перадаюць дзецям тое, што было ў іх. У сям'і Івана Яковлевича удалося захаваць роднае слова ўсім. І гэта не толькі Павел Іванович, які працуе на філфаку і нібыта сапраўды звязаны з літаратурай і так далей, але і ягоная дачка Валерыя Івановна, з якой гутарка была ў полымі, яна таксама цудоўна размаўляе па-беларуску, цудоўна ведае беларускую літаратуру. І ведаеце, гэта унікальна, калі трое дзяцей усе падтрымліваюць роднае слова бацькі, калі яны яго не забываюць. У гэтым томе, да прыкладу, Павел Іванович напісаў прадмову. Прадмова вельмі своеасаблівая. Гэта такі ўспамін пра бацьку, звязаны з цяперашнім часам і з тымі ранейшымі гадамі. І, ой-ой-ой, прабачце. І вельмі цікава, што праз дробязі, праз кабінет, праз рэчы, якія засталіся, гэта сям'я, якая захавала кабінет бацькі. Яны не занялі ягоную тэрыторыю, не выкінулі кнігі, не выкінулі мэблю, якая была яшчэ в тыя савецкія часы. Яны ўсё гэта захоўваюць. Я веру, што калісьці будзе музей Івана Навуменкі, магчыма, в тым самым доме на Карла Маркса 36, дзе ён жыў, дзе в кватэры да гэтага жыў Іван Шамякін. І гэта, ведаеце, унікальна. Калі прыйшоў народны пісьменнік жыць пасля іншага народнага пісьменніка, вот дасюль я была ў кватэры, нават плітка на кухні засталася ад Івана Шамякіна. Разумееце, гэта людзі, якія ўмелі сябраваць, якія маглі цаніць тое, што створана суседзямі. А дом на Карла Маркса 36 унікальны. Там і Караткевіч, і Брыль жыў, і Адамчык Вячаслаў, то бок сапраўды напоўнены літаратурай. Зараз, калі вы будзеце там гуляць, прайдзіце, там ёсць шыльда ў гонар Івана Яковлевича. У нас амаль што не адзін зборнік, які выдаецца ў мастацкай літаратуры, не абыходзіцца без твораў гэтага пісьменніка. Вось такі зборнік 25 апавяданняў пра Вялікую Адчынную вайну «Хлопцы самай вялікай вайны». Вядома ж, тут ёсць творы Івана Навуменкі. Ён сімвал таго пакалення 17-гадовых, якія загінулі, якія аддалі сваё жыццё за нас. Уявіце, з класа Івана Яковлевича разам з ім засталося 4 чалавекі. Яны падтрымлівалі стасункі ўсё жыццё, яны сябравалі. Для Івана Навуменкі было вельмі істотна, хоць ён стаў акадэмікам, вядомым чалавекам, але са сваімі аднакласнікамі, якой бы прафесіі яны не былі, вось гэтыя 4 чалавека, яны заўсёды сустракаліся.
яны ўспаміналі ваенныя падзеі, бо і Іван Яковлевич нават з дзецьмі не мог размаўляць пра вайну, толькі з тымі, з кім ваяваў, з кім перажыў тое, што перажыў, бо, ведаеце, гэта было настолькі цяжка, што толькі вось тыя ваенныя сябры маглі бы з ім. Ёсць такі унікальны факт, магчыма, мала хто пра яго ведае, што на вайне ад выбуху Іван Яковлевич згубіў адчування водару. Ён не чуў, як пахнуць, пахі згубіліся все. І ён все жыццё памятаў толькі тыя пахі, якія былі да вайны ў ягоным жыцці. То бок ён, да прыкладу, не ведаў, як пахнуць апельсіны. Іх не было тады ў Васілевічах, і вось гэтага паху ён не ведаў. Таму ён, магчыма, усё жыццё змог захаваць в сабе і данесці тое, што ягонае пакаленне несла людзям. І гэта, унікальны, сапраўды ж, Віктор Анатольевич, гэта унікальная гісторыя. Думаю, што такой больш у беларускай літаратуры не было. Але гэта не толькі вайна. У творчасці Івана Навуменкі гэта і каханне. На жаль, першы шлюб у яго быў вельмі кароткі, няўдалы, это была вялікая траўма для яго. І калі ён сустрэў у тэатры Янкі Купалу сваю другую жонку, Ядвігу Паўлаўну, вось гэта стварылася такая унікальная сям'я. Сям'я, дзеці для яго былі ўсім. Ягоныя творы пра каханне прасякнуты такой журбой, романтыкай. Таксама незвычайна для гэтага б здавалася такога вялікага чалавека, не толькі як літаратара, але і паводле памераў, паводле званняў. Ён заставаўся романтыкам. Ён вельмі цаніў простыя чалавечыя пачуцці. Ён падтрымліваў сям'ю, дзяцей, жонку. У яго не было прагі, як у некаторых там пісьменнікаў, магчыма, завесці нейкі раман на баку, ці для яго было істотна вось сваё сяброўскае сямейнае асяроддзе. У гэтым ён таксама прыклад для нас. Магчыма, вось я нават успомніла, што акурат ягоная дачка, яна стала знакамітым хірургам, афтальмолагам Валерыя Навуменка. Але, як яна апавядае, першыя кніжкі, якія ёй Іван Навуменка прывёз, ён прывёз з Балгарыі, калі маленечкая дзіця яшчэ не ўмела чытаць. І гэта былі кніжкі, у якіх былі такія вочкі, якія рухаліся вось. І яна сидзела маленькая, і гэтыя вочкі з гэтых кніжак у звяркоў выдзірала. І все смяяліся, што вось такі вось будзе афтальмолаг. І ведаеце, гэта так і адбылося. Гэты унікальны чалавек выратаваў зрок, пры гэтым рабіў самыя складаныя аперацыі, не проста там катаракта, а глаўкома і іншыя складаныя выпадкі. І яна памятала, што нават ейная прафесія, вось яна была звязаная, як бы штуршок дала кніга. Таму мы ніколі не ведаем, калі купляем дзецям кнігі, як это можа цікава павярнуцца в іх жыцці. Таму кнігі трэба набываць розныя, і з вочкамі, і з малюнкамі, і без малюнкаў, бо яны па-рознаму ўплываюць на дзяцей. У дзяцей павінны быць выбар. Вось Іван Яковлевич гэта разумеў. В ягоным маленстве кніг было мала. І ён прачытаў усё, што было в бібліятэцы школьнай, в бібліятэцы пасёлка. Жыццё тады было досыць небагатым, можна сказаць, відаць, і беднаватым. Эканомілі святло. І ён забіраўся на слуп і чытаў пры святле месяца. Вы ўявіце, як гэта романтычна гучыць нашы часы. А цяпер дзецям мы нібыта і не шкадуем святла, не заўсёды так атрымліваецца, але мы не павінны здавацца. Мы павінны, ведаеце, самі чытаць з дзецьмі, набываць ім любімыя кнігі і
вельмі аднойчы паўплывала на Івана Яковлевича ў маленстве кніга пра Бураціна ён прачытаў. У яго не было сваёй. І калі ён вырас, ён набываў усе кнігі на розных мовах, паштоўкі, кнігі і пераклады Бураціна. То бок такую калекцыю стварыў, як памяць пра маленства. То бок у яго такое сувязь з рамантыкай, з маленствам працягвалася ўсё жыццё. Ён любіў цягнікі. Мне гэта таксама вельмі блізка. Я нарадзілася в Лунінцы, гэта чыгуначны вузел немалы, і ягоны Васілевічы таксама звязвала Лунінцы Васілевічы чыгунка. Васілевічы таксама развяліся в большее такое мястэчка, дзякуючы чыгунцы, як і мой родны горад. Бацька яго быў пуцявым абходчыкам. І ведаеце, ён таксама, вось, калі вырас, і ўжо бацькі не было, ён аднойчы пабачыў кніжку вось, звязаную з чыгункай, кніжку стрэлачніка, ён яе набыў для сябе. Бо чыгунка яму ніколі не перашкаджала. Уявіце, хата стаіць каля чыгункі. Кожны скажа, што немагчыма спаць. А ён гэтага не адчуваў. Яму падабаліся гукі цягнікоў. І гэта, вось, бачыце, у кожнага пісьменніка ствараецца свой свет. І калі вы пачытаеце гэтую кнігу, а яна аўтабіяграфічная, амаль вся творчасць Івана Яковлевича гэта аўтабіяграфічная, тут ёсць яшчэ і аповесці, апавяданні. Калі вы пачытаеце інтэрв'ю з дачкой Івана Яковлевича, вы зразумееце, што ён сапраўды стварыў свой унікальны свет, свет, у які цікава пагрузіцца. Магчыма, зараз многія спяшаюцца. Трэба сюжэт, трэба хутчэй, кудысьці бегчы, паглядзець адно відэа, пасля другое, забыцца, што было 5 хвілін таму. Гэта свет, у які трэба увайсці, магчыма, больш в такім ціхім, можа быць, нейкім такім, як бы вы, Віктор Анатольевич, сказалі, такім стане узнёсласці, спакою, увайсці і забыцца, што зараз уже вось тут на выставе можа паглядзець сабаку-робата, аднак учора гэты робат скакаў як мог, а сёння я падышла, і робат ужо мне сказалі завіз. Таму ўсё ж такі кніга гэта тое, што калі яна у вас ёсць, завіснуць можаце ў ёй толькі вы. Яна вас ніколі не пакіне, і мне падаецца, гэта істотна. Істотна, што ў нас ёсць народны пісьменнік. Калі вы ведаеце, у нас ёсць народныя паэты і народныя пісьменнікі. То бок гэта паэты адно, празаікі это народны пісьменнік. Іван Яковлевич апошні народны пісьменнік, які пісаў на беларускай мове. Я думаю, што ў наш час гэта вельмі істотна. У гонар аднаго з ягоных юбілеяў была выпушчаная марка з партрэтам Івана Яковлевича. Прайшло ўжо, відаць, это было 10 гадоў 10 таму. Яна ўжо, з ёй уже нельга адправіць ліст. Яе можна толькі, ўжо калекцыянаваць. Але я спыталася ў гэтым інтэрв'ю дачкі, каму б вы адправілі ліст у каперцы з гэтай маркай, калі б яшчэ, магчыма, можна было адпраўляць. І Валерыя Навоменка сказала, таму, хто любіць беларускае. Вось мне падаецца, гэта сімвал Івана Яковлевича, сімвал ягонай сям'і. І гэта сімвал тых, хто любіць беларускую літаратуру, у тым ліку кнігі Івана Яковлевича. Мне падаецца, што, канешне, мы не маглі ўсе творы укласці ў гэтую кнігу, але не забываем яго. 10 таму, я ўжо казала, выходзіў збор твораў, але мы стараемся і в зборніках для дзяцей таксама узгадваць яго. Вось, напрыклад, творы пра поры года для дзяцей малодшага школьнага ўзросту. І тут вось у восені ёсць таксама замалёўка Івана Яковлевича, пачыналася восень.
магчыма, для таго, каб з самага маленства патрошкі далучацца да пісьменніка найперш для падлеткаў і для дарослых, але, ведаеце, гэтая мяжа вельмі такая няпэўная. Калі прачытаць ягоны твор дзяцінства, то яго акурат, хоць і праходзіць школе, магчыма, найперш трэба чытаць дарослым, каб паглядзець, як жылі людзі ў мястэчку, што яны адчувалі, што чыталі, як яны вучыліся вылецець у вялікі свет Беларусі, а Іван Яковлевич да таго ж вельмі любіў птушак. Ён ведаў усё пра птушак, ён ведаў усе гнёзды, як выглядае кожная яйка, як выглядае кожная пёрка. Разумееце, на ягоным стале дасюль, які захоўвае беражэ дачка, Валерыя Івановна, в ягоным кабінеце стаяць птушачкі, якія ён прывозіў з розных краін, як сімвал палёту, як сімвал людзей, якія выжылі, якія жывуць, якія мусяць выжыць заўсёды з розным словам. Віктор Анатольевич, як вы думаеце, што яшчэ я, можа, забыла сказаць, бо это бясконцая тэма? Ну, у часопісе «Полымя» Оксана Вадзімаўна зрабіла вельмі цікавае інтэрв'ю. Звычайна робіцца інтэрв'ю з пісьменнікам, а тут зроблена інтэрв'ю з дачкой. І інтэрв'ю называецца як паэзія... «Водар жыцця, водар паэзіі». Дарэчы, сваю творчасць Іван Навуменка пачынаў з вершаў. Многія празаікі, якія сталі вядомымі і сталі народнымі, яны пачыналі з вершаў, бо ў першую чаргу нас хвалюе такія пачуцці, якія можна выказаць вершамі. Гэта адбываецца ў дзяцінстве. І вось Іван Навуменка, дзякуючы таму, што у свой час у дзяцінстве і пасля пісаў вершы, у яго проза вельмі таксама ў месцах вельмі паэтычная, цікавая і у творах ёсць паэзія, а проза без паэзіі таксама не можа існаваць, бо гэта як чалавек без крыві, без душы. Вось зараз Оксана прачытае. Некалькі урывачкаў прачытаю пытанняў і адказаў. Маё пытанне. Заўважнае змаганне за беларускую мову пачаў Верховны Савет 11 склікання, старшынёй якога быў Іван Навуменка, 85-90 год. Знікне мова і пачне знікаць культура, казаў на адным з паседжанняў старшыня. Сям'я Івана Яковлевича рэдкая сям'я пісьменнікаў, якой дзеці выраслі з веданнем беларускай мовы. Пэўна, Валерія Івановна, гэта не выпадкова? Адказ. Бацька гаварыў толькі па-беларуску, а як інакш? Гэта было проста натуральна. Выдатна ведае сястра мая беларускую мову, брат класічна ведае, ну і я ведаю. Проста гаварылі па-беларуску, кнігі цягалі, якія хацелі, па ўзросце і не. Пытанне. Ну вось хадзілі вы ў школу, не хацелася прыйсці да хаты з бацькам па-руску размаўляць? Адказ. Гэта неякі не разглядалася, прыйшлі дадому і ўсё. Пытанне. Перачытвала верш Івана Яковлевича. Ён напісаў верш на смерць Якуба Коласа. Трэба азначыць, што пачынаў Іван Яковлевич з вершаў. Верш ён напісаў на смерць Якуба Коласа в 56 годзе. Якуб Колас памёр, наперажываўшыся за лёс роднай мовы. Гэта было істотна для вашага бацькі? Адказ. Істотна. Ён не любіў, як на тэлебачанні ў навінах дыктар задае пытанне па-беларуску, а той ужо па-руску адказвае. Казаў, ну як гэта так? Гэта ж Беларусь, табе задалі пытанне па-беларуску, і ты не можаш адказаць. Пытанне. І направду, все трое дзяцей, і вы, Тацяна і Павел, узоры шляхетнасці, розуму, адукаванасці, цудоўныя адмыслоўцы ў сваіх прафесіях. І нават ніводнага прыводу в міліцыі не было, як пахваліўся бацька. Ці гэта легенда? Адказ. Гэта не легенда. Ёсць фотаздымак Станінага вяселля 12 лютага 83 года. Яна выходзіла замуж за хлопца з Масквы.
з яким разам вучылася в адной групе. Прыехала радня з таго боку, паселі. Ну і, як заўсёды, хвілінка такая нялоўкая. Устаў бацька і сказаў з чаркай у руцэ: «Усе мае дзеці добрыя, ніводнага прыводу в міліцыю не мелі». Усе пачалі рагатаць, і Масква, і не Масква ўсё зразумела. Казалі, што вяселле рагойшы вяселле веку, але вяселле на вуменкаўскай Тані таксама было вяселлем веку. Але Хлойка вёў дасціпны па вяселлях і жонка Степана Александровича. Наступным днём таксама дагульвалі ў доме літаратара. Прыйшлі ўсе да аднаго госця, бо так весела прамінуў першы дзень, што не было ніякіх прычынаў не прыйсці на другі. Дарэчы, надвор'е было сіняе неба, снег рыпучы, мароз, як павінна быць узімку. Максім Танк з жонкай быў, Шамякіны, Александровічы, Лойкі, радня вялікая. Бачыце, сапраўды тады сябравалі пісьменнікі сем'ямі. Гэта было вельмі цікава. Той, хто хоча, можа падысці, паглядзець тут у часопісе шмат фотаздымкаў і Івана Яковлевича, ягоных дзяцей. Ну, і я думаю, на развітанне ў нашай сустрэчы яшчэ цудоўны верш Віктара Шніпа, які, як ніхто, мне падаецца, увайшоў у сутнасць Івана Навуменкі. Сосна пры дарозе і тыле сосны. Здаецца, што век, як з праклятай вайны, вярнуўся, ды не пазнікалі акопы у сэрцах людскіх на прасторах Еўропы. І вецер віруе, і пыл уздымае, і коршак над полем жытнёвым лятае. Ты болей сюды не прыедзеш ніколі, не будзеш глядзець на дарогу ўжо болей, якая сцяжынай вузенькаю стане, а потым і знікне ў траве і ў тумане. У горадзе добра, але там нічога няма, як вось тут, для душы дарагога, як гэтыя птушкі, што міла спяваюць, як хаты вяскоўцаў, што родных чакаюць. Там жонка, там дзеці, там тоўстыя кнігі, няміга там ёсць, і няма там нямігі. Яна пад зямлёю, як наша былое, якое камусьці і не залатое, як гэта сосна, што жыве пры дарозе і жыць застанецца ў тваёй ціхай прозе. Ты стомлены, вернешся ўвечар дадому, і дзе пабываў, ты не скажаш нікому. І дні палятуць, як лістота сухая, і знікнуць у вечнасці, што нас чакае. Ды будуць ля неба, нібы ля сцяны, сосна пры дарозе, і ты ля сосны. Няхай жыве сосна пры дарозе і Іван Навуменка в нашай літаратуры, в нашых сэрцах. Чытаем кнігі выдавецтва «Мастацкая літаратура», набываем іх і чытаем. Дзякую. До новых сустрэч. Прыходзьце на стэнд мастацкай літаратуры. Вельмі шмат цікавых кніг для дарослых і дзяцей. Усё пакажам, усё павядзем. Кожнаму рады. Там вельмі цікавая.
Маша, давай. Маш, делай много, а потом выберем. Да. Добрый день, дорогие друзья, гости, участники Международной книжной выставки «Ярмарки». Издательство «Беларусь» приглашает вас на презентацию книг, которые мы реализовали, вот этот совместный проект с Белорусской Олимпийской Академией. Вышло у нас, вот перед вами уже стоит несколько книг. А сегодня мы хотим презентовать последнюю книгу, которая увидела свет совсем недавно. «Белорусские народные подвижные игры». Вы знаете, эта серия рассчитана вообще на детей. И почему наше издательство, в общем-то, этот проект вот решило реализовать? Потому что вот спорт, он на самом деле, большой спорт, если говорить о большом, это иногда больше делает, чем большая политика. Спорт, потому что мы часто говорим, вне политики, он объединяет людей. Если говорить в частности, этой книге, вот здесь именно народные подвижные игры идут белорусские. Это своего рода популяризация нашей культуры. Мы привыкли, что мы продвигаем, популяризируем белорусскую культуру через кино, через какое-то народное творчество. А вот оказывается, мы можем продвигать нашу культуру через спорт. И это уникально своего рода. Уже, безусловно, даже какая польза от этого детям, которые большую часть времени привыкли сейчас проводить где-то за гаджетами. Но я хочу представить вам одного из авторов этого проекта, Наталью Апанчук. Она директор Белорусской Олимпийской Академии. И Наталья вам расскажет, как вообще появилась эта серия, о первых книгах, о зимних и летних олимпийских видах спорта. И я хочу сказать, что эта серия пользуется очень большой популярностью. У нас эту серию приобретают и учебные заведения, и библиотеки все. Потому что такого плана литературы, по сути, нету. А спортом интересуются очень многие. Ну, Наталья, вам слово, вы, конечно, больше об этом расскажете. Да, спасибо большое. Всем добрый день. Я очень рада приветствовать вас на нашей презентации. На самом деле я очень рада, что эта презентация все-таки у нас состоялась и вышла такая прекрасная серия «Успех в спорте, успех в жизни». Я бы очень хотела поблагодарить всех тех людей, которые поверили в нас тогда, в самом начале нашего пути, потому что наш небольшой творческий коллектив Белорусской Олимпийской Академии на самом деле с большим удовольствием продвигает спорт, продвигает олимпийское движение, продвигает философию Олимпийских игр для нашего подрастающего поколения. И в первую очередь мы хотим показать, что спорт – это не просто физические упражнения, это не просто наращивание мышечной массы, оттачивание, отработка каких-то методик, техник, да, выполнения. На самом деле спорт – это очень высокая духовная и нравственная философия. И как раз-таки, наверное, хорошо было сказано, что через спорт даже, да, через занятие физической культурой мы можем показать нашу с вами белорусскую аутентичность, показать наши традиции, которые складывались столетиями на нашей родной земле. И именно поэтому у нас вот вышла в серии, вышла вот эта вот замечательная, интересная книга. Вдохновились мы сборником белорусских народных игр, который был создан Вилькиным Яковом Робертовичем уже очень-очень много десятилетий назад. Сборник был выдан Народной осветой на белорусском языке.
при помощи педагогов, которые непосредственно занимаются с ребятами, с детьми в детских дошкольных учреждениях, мы этот сборник проштудировали, немножечко адаптировали к современным реалиям. И благодаря вот такой серьезной поддержке, благодаря работе команды у нас вышла вот такая вот интересная, яркая книга. Я сейчас немножечко хочу, вот вы можете на экранах как раз посмотреть, это развороты из книги, потому что, мне кажется, тут мало говорить о содержании самого издания, да, о тех играх, которые там размещены. Тут даже можно смотреть, очень долго рассматривать те иллюстрации, которые включены в эту книгу, которые как раз-таки транслируют те игры народные, о которых здесь идет речь. Вот, допустим, я тут сразу сходу открыла, вот летят птицы, вы видите, какая интересная, такая самобытная птичка у нас здесь размещена, и вот эти иллюстрации хочется рассматривать. Но хотела бы я обратить внимание, что эти книги будут интересны не только детям, да, и не только педагогам, которые занимаются с детьми, которые могут взять это в работу, на свое вооружение и играть в эти игры с дошкольниками во время прогулки на свежем воздухе. Эти игры будут интересны и нам с вами, взрослым людям, посмотреть и вспомнить, да, во что же играли дети 100 лет назад, какие были игры тогда, и попробовать себя сейчас вот именно в этих играх. Еще бы немножко я хотела остановиться вообще на этой серии, потому что серия «Успех в спорте», «Успех в жизни» не случайно названа именно так. И, в принципе, на сегодняшний день наши издания в этой серии рассчитаны для подрастающего поколения, все-таки для детей, потому что успех начинается с дошкольного возраста, да, начинается с детей, и то, как мы будем растить их, в какой атмосфере, будет зависеть от того, кем они и как вырастут. И тут тоже получается, что большая задача на педагога ложится в этом отношении, поэтому книги интересны и для педагогов, и для учителей. В рамках вот серии у нас изданы вот такие вот еще издания, это летние олимпийские виды спорта. Точно так же в очень интересном, красочном формате мы рассказываем о видах спорта летних, которые когда-либо были включены в олимпийскую программу. Вы видите точно так же очень интересные, красивые иллюстрации к той информации, которая содержится в издании, фотографии. В доступной, интересной форме мы рассказываем о видах спорта. Грубо говоря, знаете, на пальцах, да, рассказываем о правилах этого вида спорта, потому что порой мы не знаем, да, вот мы смотрим, но где-то вот не понимаем, в чем же смысл, да, почему вот они трут шваброй лед. Ну вот именно об этом смысле мы рассказываем в доступной, интересной форме, рассказываем ребятам. Также включена информация об истории того или иного вида спорта, каких-то интересных фактах. Дана также информация о том, какой экипировочный оснащение в этом виде спорта, какие используются атрибуты вида спорта. Ну, естественно, мы говорим о наших знаменитых белорусских спортсменах, которые в том или ином виде спорта показали какие-то выдающиеся результаты. Как я уже сказала, есть летние, есть зимние точно так же олимпийские виды спорта. В каждом виде спорта, на каждой страничке себя попробовал талисман Белорусской олимпийской академии. Вот вы видите, у нас талисман Мишка-Олимпишка. И благодаря нашему дизайнеру наш Мишка-Олимпишка попробовал себя в каждом виде спорта. Она смогла отрисовать его. Отрисовать его в каждом виде спорта. Это, конечно, тоже была еще тот квест, но на самом деле вот он у нас и в санях, и на корте теннисном, и даже, я вам скажу, с гимнастической лентой, да, когда демонстрируют художественную гимнастику. Еще, конечно, вот я не сказала, но обязана, да, не обязана, а вот очень хочу поблагодарить Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, благодаря которому эти издания
мы смогли реализовать, благодаря которому наш проект родился, и именно благодаря поддержке Национального олимпийского комитета на сегодняшний день у нас продвигаются интересные проекты, связанные с олимпийским образованием у нас в стране. Наталья, а вот если мы вернемся к книге «Подвижные народные игры», может, вы приведете пример, ну, 2, допустим, игр, в которые могут играть и взрослые, и дети, или хотя бы взрослые вспомнить, но они будут интересны, правила простые, доступные, интересны современным детям. Ну, честно говоря, тут даже тут можно открывать любую страничку, да, и брать и играть. Как называется, вот допустим, я открыла, игра да, какая-то? Вот я открыла, у нас игра «Молоко». Игра, которая развивает двигательную активность и ловкость. Игровая площадка, опять же, да, спортивный зал или поляна. То есть мы можем сейчас с вами выйти вот сюда вот и попробовать поиграть, да, в какую-то игру, которая здесь у нас представлена. То есть минимальный инвентарь для игры. Вот, как раз от 10 до 20 человек. Это прям для нас с вами. Мы сегодня можем при желании, да, сейчас на себе попробовать эти вот игры. Ну, я уже не буду, наверное, тут... Есть такие игры, которые на семью рассчитаны, да? Да, Могут рассчитаны на семью. И родители с детьми где-то там активничать. То есть не только ребенок, а может и подключить взрослых, правда? Да, и игры, они как раз у нас здесь разбиты по рубрикам, да, там, где все со всеми играют, команда на команду. То есть тут тоже все очень удобно, потому что есть, обязательно сразу есть такие вот пометочки, да, все со всеми, команда на команду, где-то, если надо, значит, один ведущий, если вот есть, это все у нас вот сам за себя, то есть там, где каждый за себя играет и выигрывает, естественно, кто-то один, везде есть такие вот пометочки. Ну и вообще, друзья, игра, наверное, это самая первая деятельность, игровая деятельность, с которой вообще мы начинаем нашу жизнь и наше развитие. Точно так же, как и развитие наших детей, мы начинаем с игры. И, пожалуй, наверное, это как раз еще раз говорит о том, что мы не зря все-таки эти игры издали, потому что они, да, показывают нашу аутентичность, они рассказывают нам о наших корнях, они говорят о том, что у нас очень богатая история нашего народа, и мы можем даже через эти игры рассказывать это детям и объяснять, да, что в эту игру играли 100 лет назад. Посмотрите, как это сейчас актуально, и как это сейчас интересно, и как эта игра по-прежнему развивает и ловкость, и умение, и работу в команде, и точно так же вот эту вот гордость за нашу страну и за те традиции, которые мы несем и передаем вот из поколения в поколение. Это очень важно, считаю, даже вот на этом уровне очень важно делать. Да, а еще я говорю, замечательно будет, когда вот взрослые родители, которые тоже привыкли сидеть в гаджетах, может быть, вспомнят свое детство, игры, в которые они играли, и с удовольствием со своими детьми поиграют в эти игры. То есть тут эта книга имеет настолько много смыслов, мало того, что продвижение как бы нашей культуры еще объединяет семьи. Это очень-очень здорово. Поэтому, думаю, эту книгу ждет такой же успех, как и летние и зимние олимпийские виды спорта. Она будет, ну, она недавно только вышла, она будет также востребована и быстренько у нас тоже купят ее. А все, кто хотел бы познакомиться с этой книгой, приобрести, можно на стенде издательства «Беларусь». И Наталья у нас еще побудет на стенде, можно ей тоже будет задать какие-то вопросы, а она может подписать эту книжечку вам, вашим детям, знакомым, близким. Спасибо большое. Наталья, может, еще что-то добавить? Нет, спасибо. Да, я хотела поблагодарить поддержку, да, поблагодарить вас за ваше внимание. Надеюсь, что мы смогли убедить вас в том, что вам нужна эта книга. Вот. Но на самом деле я еще хотела добавить, что вы замечательно сказали о том, что гаджеты сегодня – это такой бич, наверное, наших родителей, но
со временем, наверное, мы тоже как родители уже забыли, что делать-то нам с нашими детьми. И как раз вот, да, и вот эта вот книга, она может послужить нам опорой, толчком каким-то, да, идеей к тому, как же нам провести время с нашими детьми. Но я вам скажу, сейчас наблюдаю такую картину, когда дети, они уже готовы отвлечься от своих гаджетов, но, опять же, они требуют внимания. Даже если Когда активные родители, когда эта активность из семьи идет, дети подключаются с удовольствием. Поэтому если мы им дадим альтернативу, они с удовольствием этой альтернативой воспользуются. Прекрасно то, что даже не надо будет придумывать, во что же поиграть, а взял вот эту же книжечку, на такой-то странице открыл, и, пожалуйста, подсказка для родителей, для всех, кто хочет вести здоровый образ жизни и укреплять свою семью. Всем спасибо. Это издательство «Беларусь» была. У нас в гостях была директор Белорусской олимпийской академии Наталья Апанчук. Спасибо всем. А выступающий по центру. И мы будем стоя тогда. И вы, я подойду стоя, да? Как вы думаете, лучше стоя. Хай би, ну, щоб ти... Так, як мікрофон тут у нас? Після це Для гитары. Для гітари після це настроїмо сюди. Да.
это буду тут читать. Шановныя слухачы, выдавецтва «Мастацкая літаратура» працягвае прэзентацыю нашых выданняў. У 2021 годзе да выдавецтва «Мастацкая літаратура» былі далучаны часопісы «Полымя», «Нёман» і «Маладосць». У 2022 годзе мы адзначалі стагоддзе часопісу «Полымя». У 2023 годзе мы адзначалі 70-годдзе часопіса «Маладосць». А ў гэтым годзе спаўняецца 80 гадоў часопісу «Нёману». На сцэне галоўны рэдактар часопіса «Нёмана», цудоўны чалавек, цудоўны празаік Наталья Касцюченка. Я зараз ёй перадам слова, і яна гэту нашу цудоўную вечарыну, прэзентацыю часопіса «Нёман» будзе і весці. Все. Наталья Миколаевна, вам слово. Так, включено у нас. Да? Ой, повыше. Мне это может даже так. Спасибо, Шнип Виктор Анатольевич сказал вступительное слово. Зам директора, заместитель директора издательства «Мастацкая литература», которой принадлежит Нёман, главный редактор журнала «Полымя». Спасибо, Виктор Анатольевич. И еще спасибо всем, кто пришел на наше мероприятие, пожертвовав своим временем, которое так бесценно всегда для каждого из нас. И мы пришли сюда небольшим составом нашей редакции. Это Елена Александровна Мальчевская, редактор, и Елена Вадимовна Вечерская, тоже редактор. Наши редакторы. И я, Наталья Костюченко. И сейчас, так как нам выделено очень мало времени, регламент ограничен, поэтому 30 минут нам выделено. Поэтому будем все говорить очень коротко. И наши авторы, любимые авторы, которые пришли по нашему приглашению сюда выступить, все будем говорить коротко. Думаем, впишемся. В этом году нашему журналу, литературно-художественному, общественно-политическому, журналу «Нёман» 80 лет. 80 лет и Великой Победе.
Неман, получается, ровесник Победы. Это очень приятно, очень волнующе, поэтому немножечко из истории. Мы, 80 лет уже, мы потомки, бесконечно благодарны тем первым писателям, публицистам, бывшим военкорам, которые переоделись в гражданскую одежду с военной, чтобы послужить литературе. И вот благодаря им наш Неман существует. Но тогда он Неманом не был. В 1945 году осенью вышел альманах «Отчизна». В это сложное послевоенное время, когда Минск, наша столица Беларуси, лежала, по большому счету, в руинах. И поэтому, но ноябрь 1945 года стал датой рождения журнала «Неман». Так определили. Ноябрь 1945. В 1947 году вышел 3-й номер «Отчизны», альманаха «Отчизна». И уже под другим названием «Советская отчизна». Вот он стоит. И вы можете посмотреть на наши журналы, они на экране. Создана была отдельная рубрика переводов с белорусского. Кроме того, новые разделы появились. Кроме поэзии и прозы, критики и публицистики появились разделы. Альманах выходил редко, 1 раз в год. И поэтому авторов было немного. К сожалению, горькая ситуация еще в 30-е годы отразилась на нашей национальной культуре. И Великая Отечественная война забрала немало жизней. Однако постепенно наш альманах «Советская отчизна» креп. Он стал выходить 6 раз в год. И в 1947 году «Советская отчизна» получила статус журнала. С 1952 года стал уже журнал «Советская отчизна» выходить 6 раз в год. И самое главное тоже событие, одно из самых главных, с 1 января 1960 года журнал «Советская отчизна» был переименован в журнал «Неман». Он становится полноценным литературно-художественным и общественно-политическим журналом. И стал с 1966 года выходить ежемесячно 12 раз в год. Такие известные писатели, как Иван Шамякин, Михаил Калачинский, Пимен Панченко, Андрей Макаенок, Анатоль Кудровец, Олесь Бадак, Олесь Жук. И сегодня вот сидит у нас, находится Михась Поздняков, были главными редакторами, в разное время были главными редакторами журнала. С приходом Андрея Макаенка в 1966 году журнал приобрел неимоверную популярность, потому что он стал смелым. Макаенок был сам смелым, привлекал очень интересных авторов, и среди них были и Александр Солженицын, запрещенный в то время нашими идеологами, и впервые поэма «Под кожей статуи свободы» Евгения Евтушенко была опубликована тоже в Немане. И также авторами Немана стали писатели зарубежные. Среди них
В 1977 году колумбиец Габриэль Гарсиа Маркес «Осень патриарха», его роман, был опубликован также в журнале «Ньюман». Среди американских писателей такие имена, как Курт Воннегут, Эрнест Хемингуэй, Уильям Фолкнер, бельгийский писатель, самый знаменитый, один из самых знаменитых в мире, Жорж Семенон, также был автором Ньюмана. И в 70-е, 80-е годы в разных городах Советского Союза Ньюман продавали с рук по 20 рублей, когда стоимость журнала составляла всего лишь 50 копеек. Вот даже вот стоит журнал, и там цена указана 50 копеек, и журнал было не достать. В киосках «Союз Печать» стояли огромные очереди за журналами. И тираж иногда достигал 180 тысяч экземпляров и больше. Сегодня наш журнал стал тоньше, к сожалению, и тиражи стали меньше. Но, вы знаете, такая картина сегодня характерна не только для Ньюмана, и для других белорусских писателей журналов падают тиражи. Падают тиражи и в российских журналах, и за рубежом. К сожалению, бумажный носитель сегодня вытесняется интернетом. Но мы и наш читатель Ньюмана в большей степени возрастной, пожилой. И он, конечно, не очень активен в социальных сетях. Но мы пытаемся работать с молодежью, привлекать к работе с журналом «Молодежь». И надеемся, что журнал выживет и будет востребован читателями. А сейчас я хочу дать слово нашим редакторам. Елена Александровна Мальчевская, пожалуйста. Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, авторы и читатели журнала «Ньюман». И, я надеюсь, здравствуйте, будущие авторы и читатели журнала «Ньюман». Меня зовут Елена Мальчевская, я редактор отдела критики и публицистики журнала. У нас сегодня такой экспресс-формат встречи. Я думала, о чем бы рассказать. И подумала, что, наверное, больше всего мне хочется вас увлечь своей любимой частью работы в журнале. Это работа с архивами. Конечно, когда современный человек слышит слово «архив» среднестатистический, мне кажется, он думает про него немножко как школьник про эпоху великих географических открытий, что вот уже все открыто, ничего уже нового обнаружить нельзя, все в архивах исследовано. А мне кажется, что про него надо думать, про архив, как с точки зрения биологии, что каждый день, каждую минуту, каждую секунду может быть обнаружен новый вид растений, животных. И ровно так же каждый день, каждую секунду, каждую минуту в архиве может быть обнаружен новый документ, открыта какая-то архивная тайна, может случиться какая-то архивная сенсация. И вот каждый месяц мы с моими любимыми авторами, историками, литературоведами, архивистами очень много работаем над тем, чтобы эти архивные находки попадали к читателю, и вы могли с ними познакомиться. И сегодня мне хотелось бы коротко рассказать о двух таких архивных находках, которые увидели и еще увидят свет на страницах журнала в 2025 году. В первом номере журнала, я считаю, это нам был такой новогодний и юбилейный подарок. Замечательный литературовед, ученый, короткевичевед, мой коллега по журналу «Полымя» Петр Петрович Желнирович предложил к публикации уникальную переписку Владимира Короткевича с его читателем, кандидатом исторических наук Николаем Лосинским. Как вообще появилась эта переписка и как она связана с историей журнала? Когда в журнале «Ньюман» был опубликован перевод Владимира Короткевича, его повести «Дикая охота короля Стаха», Николай Лосинский, прочитав его, решил написать письмо, достаточно такое задиристое письмо, даже несколько резкое, со своими какими-то замечаниями. И не менее резок был ответ Короткевича. И вот завязалась эта переписка.
И, наверное, так бы она и покоилась в архивах, но Петр Петрович смог ее отыскать, а мы ее опубликовали. И, конечно, это новый штрих к портрету Владимира Семеновича Короткевича. Но если вы не литературовед, и мне кажется, это все равно будет интересно, потому что этот накал полемики, знаете, мы как бы больше так привыкли, что самые конфликтные отношения — это писатель-критик, ну, может быть, писатель-редактор, да, в процессе, а диалог между писателем и читателем, он чаще всего, ну, если это не встреча, не презентация, он чаще всего происходит где-то в воображении, когда писатель видит какой-то читательский отзыв и думает, ну как можно было так прочитать, а читатель читает книгу и думает, ну что же это можно было написать. А вот здесь они столкнулись и получили площадку для дискуссии. И тем интереснее на нее посмотреть, на эту дискуссию. Обратите внимание, и очень интересно, когда вы ее прочитаете, чью сторону вам захочется занять в этом остром и интересном споре. Первый номер журнала за 2025 год, материал «Вот и указали бы мне на такой ляп». Ну, а вторая архивная находка, про которую мне хочется сказать и тоже увлечь вас, еще только готовится к публикации. Она выйдет в 4-м номере журнала, в апрельском. И у вас есть возможность на него подписаться, кстати, на что я надеюсь. Этот материал я не побоюсь назвать словом «сенсация». И вообще его история, она очень интересна и очень увлекающая. Наши замечательные, тому, чтобы вообще эти документы оказались в Беларуси, это тоже переписка, поспособствовали два человека. Это дочь Олеся Адамовича Наталья Адамович и наш замечательный историк, архивист Анна Запортыка, которая и подготовила этот материал, уже обработала. Он хранится, эта переписка хранится в Белорусском государственном архиве Музея литературы и искусства. Но что же это за переписка? Это письма нашего поэта 20-30-х годов, молодняковца Юрки Лявонного. Это поэт трагической судьбы, он прожил всего 29 лет, был репрессирован, и, конечно, это сказалось на том, как сохранились его архивы. И вот здесь нас просто постигла всю литературную общественность Беларуси, постигла удача, потому что оказалось, что буквально перед самым арестом, за год до ареста, он переписывался с сибирской поэтессой Еленой Жилкиной, которая была его музой, его очень важным для него адресатом. И вот эти письма, которые вот столько лет хранились в семейном архиве, вдруг оказались в руках литературоведов, ученых. И это документы, по которым мы можем реконструировать эпоху и узнать много нового о том времени и о личности Юрки Лявонного. Но даже если вы не литературовед, я вас уверяю, что эти письма, наполненные чувствами, будут интересны и увлекут каждого, кто когда-то любил, и каждого, у которого большое сердце. Вот. Огромное вам спасибо за внимание. Я надеюсь, что вы приобщитесь к архивным страницам журнала «Нёман». И всего вам самого лучшего. Будьте читателями, которые тоже совершают свои читательские открытия. Спасибо. Сейчас слово Елене Вадимовне Вечерской, редактор отдела прозы журнала «Нёман». Наше мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы. И поэтому мне бы хотелось прочитать отрывок поэмы «Хатынь» Бронислава Петровича Спринчана, моего деда, который 26 лет проработал редактором журнала «Нёман». Спасибо. Спасибо. Благодарю. Да. Рубаха рваная на нем, искрится бронзой раскаленной, очнулся, неиспепеленный, хоть смертным меченый огнем. И тут сама природа вдруг сошлась со смертью в поединке.
живой водой и стала льдинки, коснулась губ его и рук. В единоборстве двух начал здесь мать-земля решила участь, своей весеннюю могучесть влила в него, и он привстал, поднялся. Такова судьба, он из-под кровли, как из гроба, и вдруг из груды трупов робко позвал Адаська, батька, ба. И он, не дрогнув, входит в пепло, рубаха в кровяных кругах, и замети огня и пепла выносит сына на руках. Простоволосый, над золой, с немою мукой во взоре, как бы из мужества и горя изваян он самой землей, вздохнул, и стал окаменев, сын тихо стонет, умирая, в отцовском взгляде страшный гнев и боль, которой нету края. Они поныне не остыли, стоит он с сыном на руках, таким стоять ему в веках, чтоб не забыли о Хатыне, что пепел всех сожженных сел в земную грудь стучал веками, чтоб кат с кровавыми руками от страшной кары не ушел, не надломился. Горя груз, нигде не оступившись, вынес, и перед целым миром вырос, отлитый в бронзе белорус. Настоящая проза всегда в себе хранит поэзию. Особенно та проза, которая напоминает нам о духовной мощи нашего народа. Повесть «Под покровом небес» прозаик Владимир Гаврилович посвятил узникам концлагеря Азаричи. Здесь, за колючей проволокой, страдало от голода и холода более 50 тысяч стариков, женщин, детей. Не менее 20 тысяч было умерщвлено. Нетривиальный взгляд на Великую Отечественную войну глазами старика и ребенка отразил в своей повести «Освобождение» Олег Ждан Пушкин. К событиям Великой Отечественной войны на территории родной Быховщины обращается и писатель Михаил Поздняков. А о том, как десантники, вчерашние школьники, прошедшие неполный курс подготовки молодого бойца, в тяжелейших условиях голода и холода сражались с подготовленными солдатами элитной дивизии «Мертвая голова», о том, как они отчаянно боролись за советскую родину, вы узнаете, прочитав рассказ Владимира Тулинова «Реквием лесов валдайских». Григорий Солонец в повести «Ивушка», основанной на реальных событиях, расскажет о судьбе девушки-снайпера Марии Ивушкиной, которая однажды в конце войны отвела прицел от немецкого парня, напомнившего ей брата. Через полвека им будет суждено встретиться в Минске. Наш журнал публиковал и будет публиковать талантливых писателей, поэтов. Не оставайтесь равнодушными к нашему журналу. Читайте Неман, любите Неман. Благодарю за внимание. Спасибо. А сейчас слово нашим авторам, авторам нашего журнала. Вот я держу в руках 12-й номер, в котором один из авторов Михаил Павлович Поздняков, поэт, прозаик, заслуженный деятель культуры Республики Беларусь, председатель Минского городского отделения Союза писателей Беларуси. Ему слово. Добрый день, дорогие сябры. Еще раз с этой сцены хочется сказать несколько добрых слов. Мне пощастило в житті быть и супрацоўнікам часопіса «Неман», намеснікам галоўнага редактора, а пасля и галоўным редактором. И, безумовно, мне вспоминается, что тираж часопіса был, конечно, тады больш значны, амаль 5000. А час, сапраўды, як Наталья Косиченко сказала, зусім іншы. Вось падают тиражи паперовых выданняў, як і наших кніг, але, на шчасце, ёсць і будуць заўсёды читать паперовую книгу, паперовый часопіс, тому что все ж таки гэта не параўнаецца з тымі электроннымі СМИ, якія все ж таки не могуць канкурировать с паперовай, прыгожай, цудоўна оформленай
духовнай кнігай або часопісам. Сваім дасягненнем у часопісе Нёман я лічу і тое, што мы ў свой час прынялі на работу загадчыкам аддзела прозы таленавітага празаіка Наталью Костюченко. Вось бачыце, мы не памыліліся, яна вырасла ў галоўнага рэдактара гэтага вельмі папулярнага, вядомага у свой час ва ўсім свеце выдання часопіса Нёман. Я ведаю, што нават прэзідэнт Расійскай Федэрацыі Путін, калі ён служыў в ГДР, в свой час читал, рассказывал при сустрэчы, что он читал часопіс Нёман. Ну и часопіс Нёман ішоў па всю великую простору. Хочется пожадать редакции сапраўды вось новых пошукаў, цікавых таленавітых аўтараў, ну як мага больш подписчиков. Я подписчик постоянный, безумоўно, я як старшыня аддзялення сачу за выданнем, як член калегіі Нёмана, як былы нёманец, заўсёды з вялікай прыязнасцю, без нават без нейкай іроніі, крытыкі читаю такія цікавыя выдатныя матэрыялы. Ведаеце, мы, нёманцы, вельмі часта ездзілі ў розныя камандзіроўкі. Гэты год для нас асаблівы, юбілейны, 80 гадоў вялікай перамогі. Мы, члены рэдакцыі, пабывалі амаль на ўсіх пограничных заставах, побывали в военных частях, выступали в Академии наук, гарнизонах. Я думаю, эту практику маленький, у нас был вдвое больше коллектив, маленький коллектив. Я думаю, что эту практику треба протягивать. И я хочу прочитать верш, як автор уже Нёмана, верш, який я написал на одной из пограничных застав, тем больше он перекликается с той великой подеей, яку мы будем означать у гэтым годзе 9 мая. Верш я его написал ночью на пограничной заставе в Беловежской пущи, где ночевал на этой заставе. И называется «На государственной границе». Ночь на заставе Брестской мне не спится, и пуща Беловежская не спит. Ах, знали б вы, что на душе творится, со мною наша память говорит. Встают бойцы, погибшие когда-то, проходят молча предо мной в строю, они в бою не дрогнули и свято любили мир и родину свою. Мне боль потерь окутывает сердце, и гордости тесно в груди моей, и понимаю я, что нет на свете смерти, и ничего отчизны нет родней. Я благодарно всматриваюсь в лица Фомин, вот, Кижеватов, Сивачев, как подобает, встретила граница в том 41-м огненном врагов. Идут, идут бессмертные солдаты, в глазах отвага, жажда жить. Да, не имеем права мы, ребята, о подвиге их праведным забыть. Да, не имеем права поступиться любовью беззаветной их стране. И потому сегодня на границе не спится этой тихой ночью мне. С юбилеем всех читателей, сотрудников, писателей, авторов этого замечательного журнала «Нёман». И нехай як мага больш будзе у вас сяброў, читачоў и таленавітых авторов. Дякую. Дякую, Михаил Павлович. А сейчас еще один наш автор тоже, стихи которого представлены в этом номере, 12-м номере Нёмана. Анатолий Аврутин, главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Известный поэт не только в Беларуси, но и в России. Лауреат Национальной литературной премии Беларуси, Большой литературной премии России, награжден орденом Франциско Скорины и одноименной медалью. Наград очень много, всех не перечислить. Добрый день всем. Я тоже хочу поздравить первым делом коллектив и читателей Нёмана с таким событием. Нёман для меня журнал не чужой. Ближе, это вот высоко, да.
Да, постойте. Ага, вот так лучше. Номер Ньюман для меня журнал не чужой. Когда-то вот дедушка Лены заведовал Бронислав Петрович Панчан отделом поэзии, а было такое правило в издательстве «Московская литература», книги молодых авторов не принимали, если ты не опубликовался в Ньюмане. Вот многие так и никогда не попадали в московскую литературу. А у меня в первом номере за 1974 год, очень далекий, 50 с лишним лет уже прошло, была первая публикация, и с той поры я как бы автор Ньюмана. А потом еще 1 год, где-то, по-моему, с 2008 по 2009 я даже в Ньюмане работал и заведовал отделом поэзии. Вот был такой у меня недолгий срок, но в какой-то степени я тоже ньюманец. А сейчас несколько стихов, которые в разное время тоже публиковались в Ньюмане. Наш примус все чадил устало, скрипели ставни, сыпал снег. Мне мама Пушкина читала, твердя: хороший человек. Забившись в уголок дивана, я слушал крохов 2 вершка про царство славного султана и золотого петушка. В ногах скрутилось одеяло, часы с кукушкой били 6. Мне мама Пушкина читала, тогда не так хотелось есть. Забыв, что поздно и беззвездно, что сказка это не всерьез, мы знали, папа будет поздно, но он нам Пушкина принес. И унывать нам не пристало из-за того, что суп не густ. Мне мама Пушкина читала. Я помню новой книжки хруст. Давно мой папа на погосте. Я ж повторяю на бегу строку из каменного гостя, да из Онегина строку. Дряхлеет мама, знаю, ей слышать годы не велят, но я ей Пушкина читаю и вижу, золотится взгляд. Еще одна. Мне не спрятать сейчас ни лица и ни глаз, ни в минуты прощания, ни в миг озарения. Все трещало не раз, все загорало не раз. Человек — это все ж единица горенья, это песня твоя. Даже взгляды тая, я шептал, что тебе повторю я едва ли, боль разлуки моя. И печалился я. Человек — это все ж единица печали. А когда ты ушла от угла до угла, я ходил и бессильно заламывал руки, и текла из угла беспросветная мгла. Человек — это все ж единица разлуки, но остался твой свет. Только в горечь одет, век летит, и горьки мои воспоминания. Столько прожито лет, скрип калитки в ответ. Человек — это все ж единица страдания. Где-то колокол бьет, милый голос поет. Выпью чарку вина, прошепчу тебе что-то. Будет голос с высот звать в последний полет. Человек — это все ж единица полета. Спасибо. Еще раз с праздником. Спасибо, Анатолий Юрьевич. А сейчас хочу представить нашего одного из любимых авторов, который в прошлом году, как редактор отдела прозы, открыл литературный проект «Дети войны». Поэт, прозаик, автор-исполнитель своих песен Татьяна Дашкевич. Ладно, пока я поговорю. Здравствуйте, друзья! Я поздравляю издательство «Московская литература» и сотрудников своих, уже экс-сотрудников, к сожалению. Но так сложились обстоятельства, что пришлось уйти из отдела прозы и вообще из Ньюмана. Вот.
очень не хотелось, потому что много связано, и я публиковала с Нёмане с 1991 года. И очень рада, что были предоставлены страницы для моего проекта, которым я занималась с 40 лет. Вот сейчас уже мне гораздо больше, чем 40 и даже чем 50. Вот. Это многолетний труд, который начался, как это ни странно, задолго до моего рождения, в 1946 году. В Беларуси начали собирать воспоминания детей войны. Благодаря Янке Мавру и 37-й Минской школе в газете «Пионер Беларуси» было опубликовано письмо детей, учеников 37-й школы, которые приглашали к сотрудничеству детей всей Беларуси, которые прошли войну. Но в Беларуси не было тогда детей, которые не прошли войну, естественно, 1946 год. Вот тогда начался мой проект, так давно-предавно. И в 1948 году с предисловием Якуба Колоса вышла книга «Николи не забудем» на белорусской мове. И когда я была школьницей, конечно, мы читали эту книгу, все, мы на ней выросли. Это один из кирпичиков фундамента моего становления, моей души, моего мировоззрения, эта книга. И кто бы мог подумать, что я тоже займусь этим проектом когда-то, я тоже буду собирать воспоминания детей войны. Благодаря в чем-то своему папе, который вместо сказочек на ночь мне рассказывал то, как он был маленьким, какие трудности переживал, какие приключения. Но в детстве это казалось просто приключениями. Это потом уже вырастаешь и понимаешь, когда уже сам про какие-то приключения проходишь, в кавычках, да, как это все было. И я хочу сказать, что это действительно герои, маленькие герои. Даже если они не совершали никаких подвигов. Вот мои герои, с которыми я встречалась, не все, далеко не все совершали подвиги, хотя были такие, которые помогали партизанам, носили сведения, носили записки. Вот одна девочка 5-летняя в сапоге носила сведения, как размещены немцы, сколько пришло техники в деревню. Так, время, надо заканчивать. Все, тогда песня. Я слушаюсь главного редактора, как всегда. Вот. И в журнале «Нёман» вышло несколько историй маленьких героев. Как говорил мой муж Николай Шипилов, каждый старик герой только потому, что он дожил до старости. А я хочу сказать, перефразируя его, каждый детенок, каждый ребенок войны герой просто потому, что он жил в это время. Моя песня написана по моим хождениям, по людям, потому что среди моих детей были старшеклассники, они влюблялись. Девочки ждали мальчиков, ушедших на войну добровольцами. Я не только в Беларусь проехала с этим проектом, в России, в Украине собирала истории. И вот такая песня родилась в этих моих странствиях. Письмо. Звуки песен над рекою, а душа не ведает покоя. Я тебе сказала «да» и буду ждать тебя всегда. Ты всегда учился на 5, взгляд твой милый цвета гимнастерки, взгляд твой милый в сердце утаю. Будь всегда отличником в бою. Напишу тебе письмо, 2 слова, как хочу тебя обнять, родного. Не хочу тебя делить с войною, а хочу твоею быть женою. Я хочу твоею быть женою. Жду я письма дорогие, не нужны ребята мне другие. Напишу тебе в ответ, как люблю тебя, мой свет. Ты лети, письмо мое далече, расскажи про этот звездный вечер, как целую этот дорогой ненаглядный треугольник твой. Напишу тебе письмо, 2 слова, как хочу тебя обнять, родного.
Не хочу тебя делить с войною, а хочу твоею быть женою. Я хочу твоею быть женою. Но приснятся звуки артобстрела. Если бы молиться я умела, помолилась бы тогда, чтобы минула беда. Я сказала бы тогда: о Боже, никого нет милого дороже. Я ему невеста, не жена, но прошу, чтоб кончилась война. Напишу тебе письмом 2 слова, как хочу тебя обнять, родного. Не хочу тебя делить с войною, а хочу твоею быть женою. Я хочу твоею быть женою. Я хочу твоею быть женою. Спасибо, друзья, с праздником, с юбилеем. Спасибо, Танечка. И остается надежда, что журнал, созданный нашими отцами, дедами, прадедами, будет продолжать свое существование, будет востребован авторами и радовать талантливыми произведениями. И Виктор Анатольевич. Вялікі дзякуй усіх, хто слухаў нас. Самае галоўнае на сённяшні дзень у часопісе «Нёман» працуюць жанчыны. Вось. І яны, ўсё на іх плячах, і дзякуючы ім выходзіць этот цудоўны часопіс. Як бачылі, у асноўным аўтары, мужчыны, паэты, празаікі, якія таксама з'яўляюцца гонарам нашай беларускай літаратуры. На гэтым хочу закончыць нашу прэзентацыю часопіса «Нёман», якому ў гэтым годзе спаўняецца 80 гадоў. Але ён быў малады, заўсёды малады, бо пісьменнікі заўсёды маладыя сэрцам і душой. Вялікі ўсім дзякуй. Са святам кнігі, са святам друку, са святам прозы і паэзіі, якая заўсёды з намі. До новых сустрэч. Чытайце і выпісвайце выданні «Полымя», «Нёман» і «Маладосць». Мы будзем усіх друкаваць, а вы чытайце. Дзякую. Здароўя ўсім.
Настало время подвести итоги завершающего дня 32-й Минской международной книжной выставки «Ярмарки». Я заметил ваши взгляды, обращенные на этого красавца. Вот такой замечательный самокат, как главный подарок тому, кто станет счастливчиком сегодняшнего дня. И напомню, что в рамках 5 дней проведения всей выставки «Ярмарки-3» издательства, чьи стенды расположены здесь, в этом зале, разыгрывали между теми, кто приобретал ту или иную книгу, вот этот самый самокат. И прямо сейчас с большим удовольствием хотел бы приступить к технической части вручения этого главного подарка всей нашей выставки «Ярмарки». И для этого я приглашаю представителей 3 издательств: «Мастатская литература», «Звезда» и «Беларусь». Под ваши несмолкаемые аплодисменты. Добрый день еще раз, дорогие друзья. Технический процесс будет выглядеть очень просто. Чеки расположены вот в этих замечательных колбочках. Копии тех самых чеков, кто приобретал эти самые книги, находится сейчас здесь. Мы их разместим в лототроне и пригласим сюда еще одну замечательную гостью, которая своей легкой, уверенной рукой извлечет тот самый чек, и мы озвучим счастливчика и обладателя этого самого самоката. Позвоним его при всех, чтобы все было честно, все поймут, что все максимально честно, и поздравим победителя с выигрышем. Ну что ж, приступим. Прошу вас, помещаем чеки в этот самый лототрон. Под ваши несмолкаемые аплодисменты, дорогие друзья. Но это еще не все. Если вы по какой-то чистой случайности не станете обладателем самоката, у нас есть еще утешительные призы. Мы их также разыграем по той же схеме и методике. Самое главное сейчас ничего из тех самых чеков, приобретенных, не потерять и все это разместить в равномерном виде в лототроне. А для розыгрыша, дорогие друзья, и извлечения того самого счастливого чека я с большим удовольствием приглашаю популярного детского автора Екатерину Ходосевич-Лисовую под ваши громкие аплодисменты. Екатерина, здравствуйте. Давайте с вами за руку поздороваемся. Знаете для чего? Легкая рука, легкая. Действительно, так, не подглядывай, да. Вы человек совершенно не ангажированный, не заинтересованный. Я единственное попрошу вас несколько раз повертеть этот самый лототрон. Давайте провернем его буквально несколько раз по часовой стрелочке. Прошу вас. И вот с этой легкой волшебной руки извлечем один из чеков. Я подойду ближе к вам. Ну что ж, уважаемые дамы и господа, итак, победителем вот этого розыгрыша, это ваша книга, да? Ваша книга, вам повезло. Озвучьте, пожалуйста, название. Той щасливий читач, який купив, до речі, мою книгу, яка називається «Вухутик і діва», увага, суперприз отримує Жанна Сидоренко. Жанна Сидоренко. К большому сожалению, пока мы не знаем отчество Жанны, а может быть и не нужно знать, да, но прямо сейчас мы хотели бы ее увидеть на сцене, если вы здесь присутствуете, Жанна, если присутствуете здесь, если нет, я кладу папочку сюда, и мы вот перед всей нашей публикой прямо сейчас осуществим по громкой связи телефонный звонок. Звонок, говорит, бесплатный на этот номер, да, поэтому мы сейчас и проверим. Итак, номер, ну, не буду озвучивать уж по объективным причинам, а то мало ли будете звонить еще. Так, Жанна, набираем по громкой связи. Давайте, когда мы услышим алло, давайте поаплодируем хорошенько. Я вот сейчас думаю, да, вот все же в руках Жанны сейчас. Просто нужно на незнакомый номер поднять трубочку, что это не мошенники никакие. Это очень важно, кстати, дорогие друзья, да, не попадаться мошенникам на уловки различные. Но я-то не мошенник, хотя произвожу впечатление довольно странное, конечно. Мы дозваниваемся, да, но я полагаю, что даже если мы прямо сейчас не дозвонимся, сделаем это в рамках подведения итогов нашей книжной выставки «Ярмарки» и обязательно еще свяжемся. Возможно, Жанна сама перезвонит. Время сейчас такое, весна, вот опять же дачи и так далее, столько дел у человека. А скорее всего, она просто очень внимательно читает вашу книгу прямо сейчас и не может поднять мобильный телефон, но мы ей обязательно дозвонимся. Аплодисменты Жанне, мы ее поздравляем. Жанна Сидоренко, та самая счастливая обладатель самоката, который располагается здесь. Аплодисменты вам, Екатерина, аплодисменты огромные. Спасибо огромное за участие.
Ну а прямо сейчас мы переходим к нашему следующему моменту. У нас есть 3 утешительных приза от издательств «Беларусь», от издательства «Мастацкая литература» и «Звезда». И тем же образом мы сейчас дозвонимся счастливым обладателям не менее ценных важных призов. Прошу, кто будет первый? Давайте. Итак, еще один обладатель подарка сегодняшнего дня. Кто же это? Ильюк Евгения. Евгения Ильюк. Если вы здесь, выходите к нам. С большим удовольствием мы будем рады вас видеть. Евгения Ильюк, обладатель подарка от... Издательского дома «Звезда». Ну, так вот быстрее, я думаю, она сможет к нам подойти. Ну, хорошо, звоним Евгении. Итак, номер по объективным причинам, опять же, я не озвучиваю и набираю. Ну что ж, надеюсь, сейчас Евгения услышит громкие аплодисменты от наших уважаемых гостей. Евгения, добрый день. Алло. Евгения, здравствуйте. Здравствуйте. Это вас беспокоит из компании... О, шутка, конечно. Это вас беспокоит из Минской международной книжной выставки «Ярмарки». Только что в рамках подведения выставки вы стали обладателем специального подарка от издательства «Звезда». Мы вас поздравляем, эти аплодисменты в ваш адрес звучат. Спасибо. Спасибо большое вам за участие, и чуть попозже мы с вами обязательно свяжемся и расскажем, как получить этот подарок. Спасибо огромное, еще раз поздравляем! Спасибо большое, хорошо. Вот так, знаете, выглядит радость скромного человека. Спасибо большое. Ну а мы переходим дальше, и еще один обладатель нашего следующего подарка от издательства «Мастацкая литература». Сейчас узнаем, кто же он. Придержу вам. Итак, дорогие друзья, победителем и обладателем подарка от издательства... Ух ты, от издательства, это будет, знаете, сложный будет звонок, сразу предупреждаю. От издательства «Мастацкая литература» становится Чэнь Сяньхуэй. Тут, вы знаете, даже кто-то ручкой несколько раз переписывал имя. Вот. Чэнь Сяньхуэй, мы ждем вас. Я не знаю, правильно я сказал, вот боюсь просто на международный скандал нарваться. И давайте лучше позвоним. Давайте позвоним, да? У человека есть белорусский номер, это наш дорогой друг. Надеюсь, что мы сейчас сможем найти общий язык, это тоже очень-очень важно. Итак, набираем тот самый контактный номер. Ну что ж, звоним, да, я так полагаю, как мы услышим там «алло», ну что-то либо похоже на это, и мы поаплодируем, давайте. Неожиданно, добрый день. О, да, нихао, добрый день. Нам нужен господин Чэнь Сяньхуэй. Это вы? Вас беспокоит из международной Минской книжной выставки «Ярмарки». Я так полагаю, вы совсем недавно приобрели книгу на ней, правильно? О, ничего. Это сейчас я в магазине. Потом я позвоню вам, хорошо? Хорошо, позвоните потом. Дело в том, что вы стали обладателем специального подарка от издательства «Мастацкая литература». Спасибо вам огромное. И эти аплодисменты вам. Спасибо. Мне сегодня будет очень много людей звонить, судя по всему, да, и спрашивать, где забрать подарки. И я так полагаю, организаторы конкурса куда-то уже ушли просто. Видимо, меня здесь одного оставили. Так, а нам звонит, между прочим, сейчас, добрый день. Добрый день. Так, Жанна, это вы? Добрый день, Жанна. Да, это Жанна, да, добрый день. А вы сейчас, случайно, не возле Белэкспо, может быть, где-нибудь рядышком находитесь? Ну, проживаю не так далеко от Белэкспо. Называйте ваш адрес. Я шучу. Мы не то, что вы хотели к вам в гости прямо сейчас нагрянуть, но нас очень много, на самом деле. Ставьте чай, потому что вы стали обладателем главного приза 32-й Минской международной книжной выставки «Ярмарки». Мы вас поздравляем, Жан, с этим подарком. У вас электросамокат будет совсем скоро в гараже припаркован. Вы рады этому? Спасибо, очень неожиданно. Впервые в жизни что-то выиграла.
Для нас, вы знаете, вот для нас ожидаемо. Хороший человек должен получать главные подарки. И если вы услышите прямо сейчас эти аплодисменты от всех нас в качестве благодарности и радости за вас. Жан, спасибо огромное. Спасибо и вам. Спасибо большое, что перезвонили. Мы обязательно с вами свяжемся чуть попозже, расскажем, как забрать подарок. Спасибо еще раз. Все, это никакие не мошенники, поэтому спокойно поднимайте трубку. Все хорошо. Спасибо огромное. Вот еще решили нас еще музыкой оглушить. Ох, все бывает. Ну что ж, чек у меня Жанин, поэтому, так сказать, ну, я человек честный, все отдам. Идем дальше. И у нас есть еще один подарок от издательства «Беларусь». На этот раз закрываем крышечку. Закрываем, а то еще все праха пойдет. Итак, еще один счастливый обладатель. Но пока максимально в цель. Итак, 32-я Минская международная книжная выставка «Ярмарка» и специальный подарок от издательства «Беларусь» буквально через несколько мгновений достанется Анастасии. Вот так скромно. Анастасия. И почерк красивый. Ну что ж, Анастасия, как в классике говорится, звезда моя. Итак, набираем Анастасии. И, возможно, совсем скоро услышим еще один радостный голос. Итак, звоним. Анастасия, а вы... Добрый день. Я вот думаю, почему же меня так фонит? Анастасия, выходите к нам, аплодисменты. Вот та самая Анастасия с прекрасным почерком, отличным настроением и еще с двумя прекрасными вот такими спутниками. Аплодисменты замечательной семье Анастасии. Браво. Такое впечатление, что как будто вы знакомы, да? Ну да, вы понимаете, что сейчас у зрителей, да, какое созревает и какая мысль. Ну бывает, всякое бывает, аплодисменты, все честно, мы же предупреждали. Мы честно извлекали все. Я так полагаю, подарок прямо сейчас достанется Анастасии. Аплодисменты! Поздравляем. Дорогие друзья, если есть что-то вдруг сказать прямо сейчас от ваших трех издательств, поскольку вы были главными учредителями розыгрыша главного подарка сегодняшней выставки, прошу вас. Если нет, ну давайте кто-нибудь скажет. Спасибо. Вы знаете что, даже если кто-то не получил подарок в рамках вот этой замечательной лотереи, я думаю, нету ни одного человека, который бы ушел с этой книжной выставки без книги. Тем более, что здесь представлен очень-очень большой ассортимент книжной продукции для самого разного возраста, поэтому все ушли с подарком. И вот эта выставка очередной раз подтверждает, что лучший подарок – это книга. А книга от издательства «Беларусь» – это самый крутой подарок. Видите, как получается, да? Вот предоставим слово одному, вот сразу же подчеркнем. Спасибо вам огромное. Несколько слов, конечно. Спасибо. Шановные сябры, 5 дзён проляцелі як один день. І калі ось гэта цудоўнае такое мерапрыемства канчаецца, хочацца, каб яно яшчэ працягвалася, каб яшчэ заўтра было. Але у кожнага з нас, хто сюды прыходзіў, засталіся нашы цудоўныя беларускія кнігі, якія выдадзены нашымі выдавецтвамі, якія працуюць з нашымі пісьменнікамі і з нашымі чытачамі. Вялікі-вялікі дзякуй усім, хто падходзіў да нашых стэндаў, хто купляў, хто з намі размаўляў, і кожны, я спадзяюся, застаўся з добрым настроем. А мы, супрацоўнікі выдавецтваў, таксама займелі натхненне, бо сустрэчы з чытачамі – гэта святое, бо без чытачоў мы ніхто і нішто. Вялікі-вялікі дзякуй за гэта цудоўнае свята, якое было зроблена Міністэрствам інфармацыі і ўсімі, хто прычыніўся да гэтага цудоўнага мерапрыемства, якое будзе мець працяг, бо яно мае пачатак, а канца яго не будзе, пакуль мы ўсе жывём, пішам і чытаем кнігі. Дякую. Дякую вялікі вам узаемна. Некалькі слов і ад вас, калі ласка. Я хочу тоже всех поблагодарить, сказать большое спасибо за этот чудесный праздник. На самом деле, мы готовимся к нему всегда очень тщательно и хотим представить всегда свою литературу, показать. Поэтому наше выдавецтво тоже очень довольно результатами этой ярмарки. И вот, учитывая, что такие разыгрываются сейчас призы, поэтому мы приглашаем всех
через год на эту же ярмарку, чтобы у вас оставались самые лучшие впечатления, вы получали в подарок не только просто книгу, но от чудесных авторов, писателей, которые проделывают такую большую работу и каждый год находятся вместе с нами, с нашими издательствами. Поэтому приходите, будем очень всех рады видеть. Спасибо. Спасибо большое. Это аплодисменты вам, дорогие друзья. Давайте я вам помогу. Спасибо большое. Проходите, пожалуйста, в зрительный зал. А мы продолжаем нашу церемонию. И прямо сейчас переходим к еще нескольким наградам, которые были учреждены исполкомом СНГ. Я с большим удовольствием приглашаю на сцену Ольгу Антоновну Уласевич, консультанта Департамента по сотрудничеству в политической, гуманитарной и социальной сферах исполкома СНГ. Здравствуйте, Ольга Антоновна. Прошу вас. Уважаемые дамы и господа, разрешите всех приветствовать на 32-й книжной международной книжной выставке «Ярмарки». 2025 год в Содружестве был объявлен годом победы в Великой Отечественной войне. И в связи с этим я хотела от имени и, конечно же, этот год был важен во всех государствах-участниках Содружества. В этой связи я хотела бы вручить награды издательствам, которые внесли очень большой вклад, издавая книги к победе о войне. Ну что ж, приступим. Благодарственное письмо за плодотворную работу по организации издания книг «Партизаны Беларуси», «Геноцид белорусского народа», «Преступления палачей 118-го карательного батальона», представленных на 32-й Минской международной книжной выставке «Ярмарки» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, год мира и единства в борьбе с нацизмом, объявленный в 2025 году в СНГ. Награждается издательство «Беларусь. Город Минск». Унитарное предприятие издательства «Беларусь. Город Минск». Фото на память. Благодарственное письмо за плодотворную работу по организации издания книги «Широкорада. Ленинград. 900 дней блокады», представлены на 32-й Минской международной книжной выставке «Ярмарки» в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, год мира и единства в борьбе с нацизмом, объявленный в 2025 году в СНГ. Награждается ООО «Издательство Вече. Город Москва». Издательство «Вече. Город Москва». Мы приглашаем наших дорогих друзей на сцену. И несколько слов в микрофон, прошу вас. Здравствуйте. Я лично представляю национальный стенд России, объединенный стенд книги из России «Москва книжная». Этот диплом, эта награда будет передана в издательство «Вече». Я это гарантирую по возвращению меня в Москву. А сейчас хочется сказать пару слов благодарности. Огромное спасибо организаторам в 32-й Минской международной книжной выставке «Ярмарки», Мининформу, Минобразования, МакБелл. Спасибо большое. Это был очень прекрасный, хороший праздник, марафон в 5 дней, который, к сожалению, сейчас завершается. Но я думаю, что до встречи в следующем году, а также приглашаю всех на московские книжные ярмарки, книжный фестиваль «Красная площадь», который пройдет в июне. Спасибо большое. Спасибо огромное, Ольга Антоновна, благодарим вас. Мы приглашаем вас в зрительный зал. И прямо сейчас позвольте предоставить слово генеральному директору общества с ограниченной ответственностью МакБелл Макарову Дмитрию Геннадьевичу, которого мы с большим-большим удовольствием приглашаем на сцену. Добрый день, или уже это добрый вечер. Скоро, значит, но в 32-й раз на этой сцене, я-то закрываю эту выставку. В 32-й раз. Всегда, больно и обидно, вот этот, самый обидный день, самая обидная ночь, потому что мы строили, мы работали, и всю ночь это будут, все это разбирать, весь завтрашний день, и такой окончится такой, хороший, праздник. Цифры окончательные огласит, наверное, оргкомитета председатель. А я без цифр хочу сказать, что мы подвели итоги анкетирования есть от участников.
все говорят спасибо за организацию, за это здание прекрасное, за этот праздник книги. Очень всем, как бы в этом году понравилось, что 5 дней и каждый день отдельному государству посвящен. Это очень всем понравилось. Это у нас такой, значит, в первый раз. Был у нас как бы и не один почетный гость, а 5 почетных гостей. Поэтому эта идея очень всем понравилась. Потом такой вот есть неожиданный пункт. Написала больше, значит, половины участников. Все просят еще плюс 1 день, чтобы выставка открывалась во вторник. Понимаете, мало людям места. Но если учитывать, например, Иран, Индию, где выставки идут вообще по 2 недели, то может и значит 6 дней мало. Посмотрим. Поэтому спасибо всем. Ждем вас всех в Минске, в городе Героя Минске, значит, через год. С новыми идеями, с новыми изданиями, с новыми авторами. А мы постараемся это за всех сил, чтобы вам в следующем году было еще лучше, чем в этом. Спасибо. Спасибо огромное, уважаемый Дмитрий Геннадьевич. Мы вас также поздравляем, благодарим вас за вашу работу и желаем дальнейших успехов и творческих успехов. И прямо сейчас, как уже немного ранее оговаривалось, возможно, о цифрах, а прежде всего подведение итогов нашей выставки. И к микрофону приглашается заместитель министра информации Республики Беларусь, сопредседатель жюри Денис Владимирович Езерский. Да, на самом деле, добрый день, добрый вечер всем. Грустно, но тем не менее это хорошая точка для того, чтобы уже с завтрашнего дня начинать работать над выставкой следующего года. Несколько цифр рекордных для Минской международной книжной выставки. За все дни проведения нашего книжного фестиваля 239 мероприятий прошло на площадке книжной выставки. Это рекорд, но, наверное, самый большой рекорд — это признание читателей, это признание людей, которые пришли на выставку и продолжают идти еще до 7 часов вечера. Она будет сегодня открыта. Это 76 тысяч посетителей на эту минуту. Это абсолютный рекорд выставки, и я думаю, что для того, чтобы эта цифра состоялась, каждый, кто принимал участие в ее подготовке, и экспоненты, и организаторы постарались на славу. И я с этой трибуны, с этой сцены хочу поблагодарить всех, кто помогал Министерству информации в реализации этого проекта. Это и Министерство образования, это Министерство иностранных дел, это наши постоянные партнеры, друзья, Министерство культуры Республики Беларусь. Это постоянный оператор, который приложил максимум усилий для того, чтобы было большое количество экспонентов на этой выставке. Компанию Макбел. Большое спасибо всем, кто делал это. И, конечно же, Минский городской исполнительный комитет, который создал и атмосферу праздника, и бытовые условия сделал для того, чтобы минчане чувствовали этот праздник, и торговля была представлена, и, конечно же, легко и быстро добраться было до выставки. Информационное наполнение города — это огромная работа огромного количества людей, которые работали над тем, чтобы выставка прошла. И, наверное, ваше здесь присутствие и присутствие вот этих 76 тысяч говорят о том, что это у нас получилось. Большое всем спасибо. 32-я Минская международная книжная выставка объявляется закрытой. Да здравствует 33-я выставка. А какая она будет, все зависит и от вас в том числе. Приходите, покупайте и ищите новые книги, читайте и открывайте для себя мир через книгу. Всех с праздником! До новых встреч, дорогие друзья!